Всем привет! Мы продолжаем проходить Atomic Heart. Значит, у нас тут по заданию надо будет собрать сейчас робота, который у нас разобран по частям Терешкова. Где-то она тут лежала, по-моему. Подожди, где-то она тут была. Значит, я ее прошел, наверное. А, нет, вот она. Пройти в зону информации. Что надо? Чем я могу быть полезна? Мне Найди нужно тему. попасть на выставку. Угу. Как открыть двери? Замок открыл моим мультиключом. Ошибка. Мультиключ не найден. У всех моделей Терешковых указательные пальцы на руках могут превращаться в ключи. Это одна из базовых функций. Кажется, свой мультиключ ты где-то потеряла. Мои предплечья оторваны негодяями. Ошибка. Требуемый манипулятивный узел отсутствует. Запуск функции отпирания невозможен. Так, где же она могла потерять свою руку? Предлагаю осмотреть ближайшее помещение. Крас. А как выглядят особые нейроконнекторы для соединения с коллективом? Ну, те, которые должны получить руководство со стороны. Коннекторы, которые получит руководство страны, выглядят как устройство мысли в золотом корпусе с алмазной инкрустацией. Выдающиеся ученые из когорты академика Сеченова уже получили другие устройства. Другие. То есть это будут разные устройства по своему функционалу? Согласно замыслу академика Сеченова, чиновники получат пустышку. Настоящие коннекторы с особыми полномочиями достанутся только ученым. Шеф решил обмануть советское правительство? Да не может быть. Откуда ты знаешь? Товарищ майор, откуда у вас новая нейрополимерная перчатка? Ты, что ли? Мне выдал тебя Дмитрий Сергеевич. Вот именно. Погоди. Так он отдал мне свою перчатку? От успеха вашей операции зависит судьба дела всей его жизни. Он просил быть с перчаткой поаккуратней. И они наговорились наконец-то. Так вот, надо, в общем, нам нужно собрать руку этой Терешковой, а в руке у нее ключ. Правда, этого робота я, пожалуй, трогать не буду. Он меня не трогает, а я его. Но он определенно что-то замыслил. Ну-ка. И что мне теперь смотреть на это недоразумение, на машину эту подлую, которая меня убила? Угу. Тут я ничем не помогу. Подожди, Прощайте. там был вариант ответа. Ну ладно. Еще дальше, в другую комнату идем. Ну давай. Подожди. Достижение народного хозяйства СССР. Вот куда Все-таки надо. я люблю свою страну. Есть чем гордиться. Совершенно с вами согласен. За прошедшие десятилетия мы совершили грандиозный скачок в науке и технике. Кстати, подожди, у меня уже тут этот... Да-да-да. Я еще вот эту штуку ставил. И здесь Баллон. трубы. Но почему-то игра не сохранила это дело. Посмотрим, как этот баллон вообще действует. Надо попробовать пострелять. Ну, стоит дело того. Это, конечно, определенные дебафы, но почему бы нет? Бафы, дебафы. Так, ладно. Дальше. Правда, подожди, я только что... Понятно. Как туда попасть? А вот и рука. Ага. Что этот железный извращенец с ней делает? Это робот-официант. Который обслуживает убитых им же людей. Пришибут. Угу. В данный момент робот не бессилен. Можно получить руку без боя. Да можно, да. Зачем с ним драться? На него только ресурсы тратить. Сейчас мы его аккуратненько. Ну, возможно, он взбесится, когда я эту руку заберу, но посмотрим. А вдруг? Вдруг он и мне ее действительно просто так отдаст. Сколько тут ящиков, а? Могли бы сделать один большой, правда. Че, да нормально побухтели. Прикольная серия, кстати, где этот заяц
В робота превратился заяц-волк. Заяц-волк. Так, все, аккуратненько. Руку забрали. Все, тихо. Он за мной бежит. Посмотрим. Пойдет ли он за мной, если я дверь закрою? Вуаля! Пора уносить ноги. Правильное решение. Но подозреваю, что Раб-9 на нас Ладно. обидится. Он уже обиделся. И забыл тут же про меня. Ладно. Так а что, мне надо ей откройте ворота все равно. А я думал, Как надо она ей, работает? ну, как бы сначала в терешковую эту руку воткнуть, а потом она дверь откроет. Нет? И так сойдет. Мультиключ активирован. Прям этот терминатор, который ты ищешь. Зал информации. И что теперь? Опять терешков. Спасибо, что выручили. Без ключа я как без рук. Одну минутку. Мы ее починили. и Каламбур сломали. прям. Система самовосстановления полимерных соединений. Терешкова новейшая модель. В ее создании участвовала настоящая актриса и космонавтка. Вот уж на что мне пофиг, так пофиг. Веришь, нет? Другое дело. А сейчас, если позволите, я хотела бы произнести речь. Я вокруг нее Здравствуйте, бегаю, и она дорогие Так, крутится. стоп. Похожу и вернусь. Фиг. Что надо сделать-то? С ней Ты чё поговорить несёшь? все-таки, Какая да? нахрен речь? Тут трупы кругом, кровь лужами, а ты тут вытанцовываешь. Мои алгоритмы сбоят от ужаса. Шапка у него прикольная. Но в моей базе данных не заложено вербально-визуальных инструментов, призванных выражать страх, ужас, а также отрицательные или негативные эмоции. Конструктивно я была настроена только на позитив. Этот жуткий диссонанс моего поведения с окружающей обстановкой меня шокирует. Но я ничего не могу с этим поделать. Да уж, никто такого не ожидал. Ладно, мне необходимо срочно перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. В режим военных учений? Это же означает еще большую агрессию систем пассивной и физической безопасности. Это может привести к гибели еще живых людей, если таковые тут остались. Вот именно, если остались. У вас тут одни трупы везде. Выполняй приказ, робот. Вы отдаете очень странный приказ. Все люди в комплексе убиты роботами, но вы не пострадали. Это странно вдвойне. Докажите, что вы человек. Я не стану выполнять приказы робота, мимикрировавшего под человека. И как я должен доказать тебе, что я человек? Ха, харакири, что ли, себе сделать? Пройдите тест Дарвина. Докажите, что вы человек. Чего? Какой еще тест? Может, лучше башку тебе оторвать? Без ее помощи мы будем искать способы активировать режим учений катастрофически Не долго. исключено то, что главный радостью персонаж не, ну, как бы не до конца человек. Это, возможно, какой-нибудь киборг или ну, как бы у него там руки механические, одна или две, там непонятно. Но мне кажется, он не человек. Ну, посмотрим. Подтверждаю эту информацию. Ладно, хрен с тобой. Давай сюда этот твой тест Дарвина. Что сделать-то надо? Докажите, что вы человек, пионер Нечаев. Как они задолбали, а. Ебучие пироги. Да что ж мне так везет на всю эту хрень? Что там, найдите голос, найдите символ, найдите росток. А где искать? Вообще. Ну, как бы в какую сторону даже, хоть бы подсказали. Ванька полимерный. Я знаю такое растение, как Ванька мокрый. Хоть и робот. Он выделяет сахар, кстати, на своих листиках. Че там? Ленин такой молодой? Это что? Рабочее предприятие. Ну такая, кстати, уже это. Только у него серп, по-моему, был. Ага. То есть вот такие вот неприметные нужно собрать 3 предмета, да? На Терешковых любят
хоть и робот. Сейчас глянем. Где-то они тут. Где-то рядом. Здорово, Васек. Тут мы взвесимся. Отдай Чтобы ей что? цветы. Понятно. Ту-ту-ту-ту-тун. Некоторые роботы совсем как люди. Вот, теперь я так могу Некоторые притягивать. совсем как Росток, а голос. Это где-то тут, может быть? Где радио у нас играет? Не могу понять. Она где-то справа, что ли? А, вот он. Это будет у нас голос, да, Содина? Угу. Ну да, точно. Есть же альт. Так, насчет теста Дарвина. Да, давай. Насчет теста Дарвина. Да-да, буду рада помочь, майор. Так, вот живей тут ничего не... Да, первая по-любому. Пальцы только береги, а то опять мультиключ искать. То молот вольного труда, серпа изгиб литой, пятиконечная звезда с каймою золотой. Какие-то коммунистские выкрики. Чё там, блин? Так, а может быть, ее диалог ничем не заканчивается? Отдайте предметы Терешковой. Хорошо, давай ближе подойдем. У меня есть пара вопросов или тест Дарвина. Ну давай У так. меня есть пара вопросов. Разумеется, майор. Ну, бла-бла-бла. Нет, это тоже не то. Где, как продолжить сюжетное задание? Я не хочу слушать эту болтовню. Она же бесполезная. Насчет теста Дарвина. Да-да, буду рада помочь, майор. Здорово, Альфа. В смысле 3 диалога? Ну смотри, тут несколько вариантов ответа. 4, короче говоря, чтобы быть точным. Слушай, включи что-нибудь веселое, а? Ну, Нет, это же никак не относится. Так ведь граждане будет Ну, если Вот авторские права тут сейчас прилетает мне. забудь пока. Все равно, падла, предметы не хочет принимать. Смотри. Насчет теста Дарвина. Насчет теста Дарвина. Да-да, Живее тут ничего не нашлось? Ну, в принципе, мне уже авторка прилетела. Уже поздно. Космо... Задолбала. Вот нахуй мне это нужно слушать-то, я не понимаю. Ее по всему... Именно. Богатый опыт. Мне же этим... Если Это лучше, чем ползать вслепую. У меня мало времени. Где находится административный привод? прошу за мной. Наконец. Что происходит вокруг? Чудо. Технически сложным товаром, ну так, по-моему, дохера что является технически сложным товаром. Ты по гарантии можешь, по-моему, любой товар сдать и просто его вернуть без объяснения причин. Это странно. Я ее пока тут подожду. Деньги они тебе тоже, по идее, должны вернуть. Хотя 15 дней, возможно, это вот именно все картину портит. Ну и чё, где это падла? Да уж, вы только взгляните на этот позор. Вот Столь именно. благородная роль — помогать лесорубам и службам спасения. А ты? Как ты используешь данные Я бы тебе хотел ей ногу нашими отстрелить. создателями орудие? Ну вы. Примитивное животное, как зверь, чтобы кромсать и расчленять.
А, ну короче, она сейчас будет ко всем экспонатам, да, типа подходить, и надо как следует выпиздиться, да, чтобы мне продолжить задание. Я понял. Тебе не стыдно? Законы могут сдать карту только в течение 15 суток со дня покупки. Ты ж Когда понимаешь, больше что он 15 не дней сам это прошло, сделал. тогда, извините, Верно? гарантийный ремонт бесплатный. Я понял. Ужас. Хреново. Ну и бардак. И кто, позвольте спросить, будет все это Ну, убирать? не знаю, хочешь попробуем, Надо может быть, срочно вызвать спецтехнику. что-то сделают, если они какой-то Они же дефект так бетон устроили. Ты найдут. сегодня такая забывчивая. Мне кажется, они просто там ее заберут, подержат у себя, чисто протестят. Работает и работает, все, до свидания. Если бы она совсем не пахала, тогда да. Как вам людям хорошо. Взяли бритву и сбрили эти отвратительные Ну, ужасные посмотри, усы. может быть, просто она приработается, А это да что? и все. Ты даже не машина. Дуралей. Ты лишь имитация машины. Жалкое подобие. Инструмент. Простите. Один такой в свое время пытался меня. Вовчика взгляд вообще Не отрешенный. будем об этом. Он как будто сгущенки бахнул. Вов А6. Фотоаппарат представлен в Ну, как, кстати, у него различных масса, моделях. 100 килограмм. Модели, выкрашенные в черный Тяжеленький. цвет, оказались особенно кровожадными. Они убивают людей безобидным лазерным дальномером. Как такое стало возможным? Я просто не знаю, зачем Спешу мне сообщить, это нужно что было рассказывать специализация сейчас, черных вот лаборантов именно. определяется Как бы информационным они пакетом, должны мне это хотя бы, знаешь, там примерно специальной капсуле, в середине игры об этом состоящей рассказать. из Почему бы нет? нейрогелем. Вы можете найти такую капсулу внутри черного лаборанта, если она не разобьется во время боя. Чего? Я вообще ни хрена не понимаю. Ты же помощник, Терешкова. Можешь сказать по-человечески. Ой, все, никакого чувства. Они ее Вы наверняка заберут, уже но отправят знакомы с сначала в Вершковым Казань на Элеонора, диагностику, с этим потом в Москву на ужасным ремонт, чудовищем, потом только в подвергающим город. людей жутким ждать пыткам придется с месяц. летальным исходом. Мои Но- алгоритмы испытывают боль, посылая вас в ее Так, оно кровавые лапы. везде так. Но, к Они сожалению, сначала именно она магазин, при ты помощи приносишь данной капсулы нерабочий, может скажем так. значительно модернизировать ваше Ну, там то же вооружение. самое, видеокарту. Понятно. Приносишь в Терешкова, магазин, ускоряйся, времени магазин все ее отправляет в Уже свой иду, офис, Дорогой товарищ. а из офиса, ну, я не знаю, они могут... Вот у нас, допустим, везут сначала в Питер, короче. В Питере там демонтируют и потом обратно возвращают. Ну, это ДНС у них политика такая. Но они все равно будут держать в этом Питере эту карту месяц. И потом ее привезут обратно в магазин. Этот какого? Ну, с ближайшей машиной, когда поставки там идут у них. Они, может, ее отремонтировали неделю или две назад. Но они все равно ждут, пока машина набьется, чтобы с товаром вместе привезти. Они же не будут для твоей, допустим, одной видюхи целую тачку заказывать. Как-то так. Мы на месте, дорогой товарищ. Привод административного управления находится Но у на нас в этом Питере стенде. ближайший ремонт. Прошу вас Если я правильно выполнить помню. подключение. Вроде про Питер речь была. Все, наконец-то, да? Ой. Я думал, она сейчас Только минчик прошу, забацает. майор, будьте нежны. И мне тоже может быть больно. Ой, Ну посмотри, правда, может быть, что приработается. щелкнуло? Это у меня боевые протезы трещат. Расслабься уже. В принципе, у вентиляторов как бы Есть, там вроде шум все не так. критичный. Подключение административных Жужжит. прав прошло успешно. Могут дальше? вполне и карту просто угробить. Открываю дверь в атрию. Вам нужно пройти по этажам комплекса и найти милую Клару. Я буду с вами на связи. Ну, как бы поменять, допустим, Вы ты попадете жалуешься в на этаж, кулер, они я тебе его проведу возьмут, поменяют на более сканирование хуёвенький и поисков все. частей дорогой подруги. На какой-нибудь бушный Сама поставят Клара лежит на нижнем этаже который потом атриума. просто наебнется через 2 Соберите месяца. её воедино. Прошу вас. Вот это я понимаю, Всё, Карл. наконец-то меня Да, отпустили. с размахом сделано. За 5 минут все это не осмотришь. Сейчас Вовчики попрут, как обычно, да? Так, давай-ка мы на пистолетик переключимся. Сразу же вот этих ребят вызовем. Ага. Начинается душка.
Душка, пердушка. Остальные-то придут? Вон там тоже Вовчик. Что говорят, что гарантия. Гарантия, нафиг нужна такая гарантия. Но, тем не менее, у тебя, если карта не работает, то они тебе ее бесплатно починят. В этом и есть принцип гарантии. А то, что тебе как бы ты попользовался, хотя по идее вот вообще, если это технически сложное устройство, ты им можешь попользоваться, раз уж на то пошло, да? И как бы оно тебе, так как оно технически сложное, и ты в нем сразу же разобраться не можешь, то по идее они должны тебе ее будут принимать. Ну как бы, ну, попользовался технически сложным устройством, оно тебе не устроило. Ну, не понравилось тебе. Технически сложным устройством можно назвать и тот же самый смартфон. Вот, если он тебе не покатил, ты им попользовался, то по идее ты можешь его отдать. Ну это такое, короче, получается палка о двух концах. Да не то чтобы опасно, но риски определенные есть. В том плане, то что не раз я уже слышал то, что они берут как бы и бэушные вещи продают. Че? Это платерка какая-то, что ли? Ладно, найдите Клару на нижнем этаже. Пойдем до самого упора тогда. Ай, Вовчик. Вовчик сразу в щи дает. Да, и тут второй на подходе. Давай-ка мы, наверное, сейчас паровозика, да, подсоберем. Чтобы комплексно их. Нихуя. А как он сейчас переместился? Что за жесть? Он только что в одном месте стоял, потом в другом. Я считаю, это нечестно. Ну, кстати, вот и баллон. Я понял, как он работает. Он работает автоматически. Не думаю, что можно тут что-то собрать на этих этажах. Ладно, пошли вниз. Не критично, привыкнуть можно, неприятно, но все же, а так карта работать не крит. Но я когда тоже свою карту купил, ну и как-то что-то полез, смотрел, как-то у меня это что-то прям температура какая-то, ну не знаю, 70 или что-то такое. Я товарищу звоню, который шарит в этом. Я говорю, в смысле 70-ка, карта новая, она не должна так типа греться. Он говорит, чувак, 90 даже это еще, ну как бы не это, нормальная тема. Так, но 90 тоже это имеет, да, и 70 нормально. Бывают такие карты, что и 90 нормально. Но опять же, при определенных играх и так далее. Смотря какие карты, вот это тоже же зависит. Какая фирма, допустим. Слушай, неплохой баллон. Мне прям нравится. Заяц? Ну-ка, давайте полетаем. Это я только начал. Мы все здесь летаем. Ну, как вовчики отлетают. Шикарно просто. А вон и баба. Бум. Я говорю, не зря дробаш качал. 69,7. Да нормально это. Нормально. Это не горячо, как бы. Да и сейчас этот... Прям таких игр-то, по-моему, не особо есть. Которые так сильно будут видюху твою нагружать. Он что, блядь, бессмертный? Это как? Хорошо. Ебать, его разнесло вообще просто. Я думаю, они закончились. Атомик полностью прошел. Что после Атомика?
Я посмотрю, как будет по срокам. Это, ну, допустим, или Dead Space ремейк, или Resident Evil ремейк. — 24 числа у нас четвертый резик выходит. Dead Space уже как бы давно вышел. Хорошо то, что есть русификатор для 4-го. Конечность. Нога левая. Не обнаружен. Просто отлично. И где теперь искать? Да, С ремейк. охлаждением. Эти усатые извращенцы утащили ее куда-нибудь в технические Ремейк помещения. выходит у нас Уже спешу. 24-го. Ну, то есть через 10 дней. Не знаю, может быть. У меня еще... Я успею пройти и Dead Space до 24-го. Не знаю. Красиво здесь. Ну, не знаю, точно на торрентах он будет или нет, как бы. Через сколько он на торрентах появится. Все зависит от того, какая там будет защита. Они сейчас любят Denuvo пихать везде. Так, сразу мы камеру вырубим. Она что, бессмертная? Бля, может она в колбе? Да нет. Ладно. А мы вообще туда идем-то? Да, все верно. Это сюда. Я, наверное, зря поменял местами, да, их? Вот, примерно. Почти. Вот так. И теперь в обратно. Блять, зеркалка, да? Подожди. Ну. Одной не хватает. О. Головоломки иногда генерируются так, что их лучше так как лишний раз не трогать, лучше к ней Это еще раз что-то подойти. новенькое. Здесь потребуется проявить пространственное мышление. Не потребуется, а придется. Поражают меня эти Так, ваши сохранимся. замки. А то пространственное мышление и все такое. Чего? Где тут мысленно пространство? Мыслить пространственно надо. В какую сторону? Не, обороты не убавляй. Лучше не стоит. Да, аппаратную видюху лезешь, она у тебя сгорит, потом скажут, а хули вы делали, зачем? Лучше не надо, пусть она лучше как есть, так и работает. А то потом тебе предъявят. Храс, скажи, почему нельзя было поставить везде замки попроще и понадежнее? Например, кодов. Подозреваю потому, что в таком случае через них смог бы пройти тот, кто взломал код. Мгм. А так через них может пройти тот, кто осилил головоломку. То есть вообще любой. Как это странно, как это даже не головоломка, это просто надо было вентиль покрутить. А я думал, мне какое-то задание дают. Бля, ну Вовчики как шикарно отлетает вообще. Это уже больше на шутан, кстати, стало похоже, чем на дрочилку. Так, ну-ка, дружок. Полетает. Идем. О. Как мне игра, ну, здесь мне вот не понравился, как сделан открытый мир. Могли бы поприкольнее что-то придумать. Храс,
А как выглядят Вот. особые нейроконнекторы, которые Так вроде получили неплохо, ученые из как когорты шутер. академика Сеченова? Нейроконнекторы особого типа обозначаются литерой гамма и выполнены в виде браслетов на правую руку. Литера гамма? А где тогда бета? Или это и И есть еще тут пустышка? как-то вот, не знаю, Действительно лор маркируются подается литерой странно. бета. Но первоначально бета-коннекторы были настоящими. Чё-то я не понял. Можно поподробнее? Самые первые экспериментальные прототипы нейроконнекторов с особыми полномочиями именовались бета-коннекторами. Их было всего два. Академик Сеченов выполнил их в виде колец. И Они что с как ними бы стало? тебе в После уши не необходимых очень экспериментов Сеченов вывел данные они кольца не из очень, списка особых нейроконнекторов. Для ученых вовремя были тебе в уши изготовлены лором доработанные ссут. гамма-модели в виде браслетов, согласно численности научной когорты. То есть браслетов гамма-коннекторов всего 7? Вавилов, Как пройти-то Королев, сюда? Курчатов, Лебедев, Павлов, Филимоненко и Челомей? Совершенно верно. Вот я о чем то что, а вот они сейчас дают тебе загадку. И ты такой чик и начинаешь пытаться найти решение этой загадки. Но дело в том, то, что они тут же тебе вливают информацию в уши. Так. Примерно вот так вот я смогу попасть. Еще крутим. Угу, пройти не смогу. Дальше. Ну, теперь вроде должен. Да, нормально. И чё? Мне еще дальше. Вовчики. Вот, и, кстати, могли бы еще, правда, и этих разнообразия врагов какой-нибудь сделать. Ну, типа в том же самом Биошоке, по-моему, побольше было вариативности. Такое ощущение, то, что определенную часть игры ее пилили долго, а потом, когда им сроки начали поджимать, они начали очень быстро ее пытаться закончить. Отсюда вот недоработанный мир, открытый который, ну и подобные вещи. Душка количеством врагов такой себе вариант, я скажу. Много не значит хорошо. Да, сейчас я их закину наверх их, да и все. Расстрелять. А расстрелять. Кстати, а тут ничего нет. Призы даже какие-то. Очень странно. Сейчас мы давай тут паровозик со всех соберем. И поднимаем их вверх. Оп. Здравствуйте. А чё все упали? Обратно. Это как? Братья, раскат будет долго. Хилы пососна, это какая-то чушь вообще тоже. Пока вот эта анимация вся проиграется, я не знаю. По-моему, в Dark Souls Эстусы, по-моему, он примерно так же по скорости пил. Ничего, сейчас сделаем. Вы в натуре ебанулись? Можно было и без мата. Так, а у меня этой штуки нету, да? Ни одного баллона. Хорошо. Ну-ка, давай полетаем. Сам напросился.
А, хрустнул! Главное черного баха. Сейчас, Фольга, я тебя уделаю. Почему враги тебя уебывают за 3 удара? Я сейчас не больше 3 получил же. Кстати, они таким самым образом тоже еще геймплей сильно растягивают. Прикинь, если ты бы в каком-нибудь Думе за 3 подачи отлетал. Вовчику ухо прострелил. Иди к папе. Да, сам напросился. Это, блядь, мини-игры. Нахер не нужны. И опять ты... А нет, подожди, еще живой. Все, хана. В Думе, ну, может быть, в аду ты как бы отлетаешь там с 3 ударов, но, камон, тут всего 3 сложности, как бы. Ты выбираешь на норму, и у тебя получается Дум на аду, если ты играешь в норме. Это хрень. Немного несправедливая тема. Но это опять же, я говорю то, что у всех разработчиков, у них понятие сложности очень разное. Это во-первых. А во-вторых, когда ты закрываешь, допустим, игрока на маленькой арене, где он? Половина-то его. Надо ж думать, каких врагов сюда пихать. А тут они просто всех собрали. Давай, покажи, на что ты способен. Почему он сейчас не сдох? Сукины дети. Давай, давай, подходи, уйди. Наконец-то. Кто меня сейчас замочил, блядь? Хилы какая-то херня. А по-моему, у этого черного Вовчика побольше хп. У него надо было раз 5, по-моему, долбануть. Ну мы сейчас будем как в Думе просто перемещаться, раз такая пьянка, да и все. И все, короче, такие со щитами. Черного Вовчика кроют. Подожди, а был же с дубинкой? Или я что-то путаю? Я ни хера не могу отхилиться. А, ну мне потому что по полздоровья добавляет. Очень крутые хилы.
А все, у меня хилы закончились, что ли? О. Ну, я сейчас хотя бы подольше пожил. Значит, надо миксовать. Бегать по кругу и поднимать их. Каких кассет? Ты имеешь в виду этих лечилок? Ой, не лечилок, а этих? Это я только начал. Угу. Теперь у нас вовчики без щитов. Это как-то рандомно генерируется, что ли? Нет, а вот он. Вот он щит поставил. Какие-то они странные. А защиту я у него сбил, да? Все. Я, кстати, эти кассеты еще ни разу не делал, я их только находил. Сейчас посмотрим, как это делается вообще. Надо только до этой, до Элки добраться. Элка-людоедка. Фиг. Ладно, проходим, да, по идее сюда, надо что-то покрутить. Вообще показывают, что туда надо идти. Что этот проход мне даст? Хер его знает, давай еще покрутим. Может, здесь надо что-то этим, как его, магнитом долбануть? Ну-ка, давай вот сюда бахнем. Не. Не могу понять в целом картину, что они хотят от меня. Ага. И все закрыто. По идее, надо бы вот как-то за вот туда попасть, чтобы покрутить вот этот вентиль. Штурвал это. Сейчас посмотрим. Отсюда же я никак не могу крутить, правильно? Угу. Ну-ка, если упасть, как-то прощемиться. Тоже не вариант. Окей, отсюда мы что получаем? Никакого, да, прохода вообще нету. В никуда. Чего вниз? Надо же вот сюда попасть. Я понял. А как ты успеешь так сделать? Понятно. Мне еще хпшечки отняли. Так, теперь надо, получается, выкрутить в нужное мне положение и найти проход.
Ни хера не понял. Ну тут же без магнитов надо, правильно? Надо как-то наверх попасть. Эти магниты тут чисто для этого, для чтобы тут сбить тебя. Они тут вообще никак не влияют. Ну-ка, подожди. Сюда, сюда. Во, все, я понял. Теперь немножко Dying Light. Допрыгнет? Будем надеяться. Да, нормально. Вы попали в технические помещения. Ножка моей дрожайшей Клары определенно где-то здесь. Ага. Таких железок мне еще не попадалось. Ясно, это агрессивные. Ближний бой этот Кстати, робот особенно новый опасен. тип Да что ты врагов. говоришь? А я-то думаю. Новый тип врагов, кстати, по-моему. Я таких не видел. Скорее всего, тут будет неподалеку контрольная точка. Тоже за 3 удара загасила эта падла. Вы попали в технические помещения. Ножка моей дрожайшей Клары определенно где-то здесь. Ну, вот этот неплохой истина хил, где-то кстати. рядом. Таких железок мне еще не попадалось. Ну, зацепись ты, блядь. Да не залезает Этот он робот туда. особенно опасен. Да что ты говоришь? Не залезает он Почему туда. мне так больно? Я еще в текстуры, по-моему, застрял. Блять. На, подержи. Они, короче, бессмертные. Сейчас попробую еще раз на грузовик залезть, но это какая-то жесть, он не запрыгивает туда, он даже не зацепляется. Сейчас еще раз попробую. Что-то они уже стопорят на каждой комнате. Вы попали в технические помещения. Ножка моей дрожайшей Клары Таких железок мне еще не попадалось. Он не залезает сюда. В ближнем бою этот робот особенно опасен. Вы в натуре ебанулись. Да что ты говоришь? А я-то думаю. Но он хотя бы тут меня не задевает. Я тут заряжусь. 5 патронов он отлетает. Неплохо. Подожди, я чуть-чуть поэкономлю. Ну, с этого, наверное, патронов с 15 он улетит, только не раньше. Все. Ладно. До чего они жирнючие-то, а? Какая жесть. Где? О. Эти патроны-то начинают заканчиваться потихоньку. Надо бы автомат найти. Как? Вот, кстати, да, вот я также застрял, потому что что? Я вот сюда, да? Подожди. Он иногда почему-то у меня просто не пробегал за машиной. Как будто ногой где-то зацепился. На жульку нашли. Отлично. Было бы прикольно, если бы он ногами еще мочил. Крас. Я у Дмитрия Сергеевича не видел на руках никаких браслетов. То есть его альфа-коннектор выглядит как-то иначе? Совершенно верно. Вот опять, ты лишаешь головоломку, они тебе в Его уши форма ссут и лором. местонахождение является самой важной тайной академика Сеченова. То есть альфа-коннектор должен хорошо охраняться. Этим занимается отряд Аргентум? Нет. Доверять в этом вопросе живым людям было бы слишком рискованно. Охраной коннектора занимаются личные Куда мне? телохранительницы Сеченова. Близняшки-балерины? Люблю смотреть, как они двигаются. А, надо к этой бабе пришпандорить, да, которая лежит. Что-то они мне напоминают. И нога. Ну и технологии, конечно. Ну Самовосстановление. так же, как вот мы не так давно колбы тут собирали. Тут надо теперь, ну, конечности собирать. Терешковой.
Помнить бы, где у нас комната сохранения. На всякий случай, чтобы они вовчиков не поднимали. Хотя, по идее, не должны. Слушай, мне где-то на этом этаже надо. Где-то прям рядышком. Точно, они же дамажат, я забыл. Новый цикл сканирования. Модуль, конечность, рука левая. Обнаружен. Местонахождение, этаж, Павлов. Давай точнее, а? А тут прям все будет на вот этих, да? На врагах замешано. В чем-то листом, теплым. Мамочки, Ну, которые прекрасный листья вместо головы. И что это значит? Все? Простите, Всех дорогой замочил? товарищ. Это все данные, которые мне доступны. Надеюсь, я вам помогла. Ага, очень. Что она говорила? Я бы даже вот вообще ни хера не слышал. Ладно, что попробуем эти какого бафы сделать для этих. Выберите желаемое действие. Да, оружие. Расходники, да? А нет, кассетники. Вот что надо. Давай. В принципе, лед неплохо себя зарекомендовал. Давай штучки 4, наверное. 5. Давай вот 5 штук сделаем. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Клад. Это убираем. Это убираем. Где-то у меня патроны, по-моему, были. Это берем. И все, да? Да, больше патронов нет. Создание тогда. Боеприпасы. Для дробаша на максимум делаем. 17. Ладно, давай так. Пока точно хватит. Ну и забиваем все карманы, короче, патронами. Надо что-то вытаскивать. Что-то лишнее. Что убрать лишнего? Это хилка, блин. Она нужна. Я перчатку качну, подожди. Плохо то, что ты когда вот этот кассетник ставишь на пистолет, ну, на оружие, у тебя он все равно занимает место. Ладно. Давай, что там, можем что-то качнуть? Вот это. Улучшаем. Угу, не хватает. Все. В перчатку надо будет залезть. Че, во вкладке персонаж, инвентарь больше делается. Да? Это интересно. Выберите желаемое действие. Персонаж. Не то. Тоже не то. РДН более вместительный, они это имеют в виду. Две одинаковые способности. Ладно.
Давай дважды его прокачаем, почему бы нет? Уж лучше больше с собой Выберите всякой херни желаемое таскать. действие. Так, складоразбор. О, балдеж. Так, давай, короче говоря, мы все патроны забираем. Потом мы забираем вот эти штучки. Еще 3. Ну, оставим, наверное, большие хилки оставить, короче говоря, а маленькие забрать. Прям по максимуму. Если уж совсем будет жопа, то тогда уже будем большими пользоваться. Все, максималка. Пойдет. А чё весь не забивать? Я же буду еще и расходовать их. Вот типа такого. Я бы не сказал, что я тут сейчас в последнее время часто лутаюсь. Поэтому инвентарь, скорее всего, скорее будет пустым. С добитым он ходит медленнее. Серьезно? Тут есть такая фишка, как перегруз? То есть есть рывок на перегруз? Есть? Замок. Это бред Почему вообще. я не удивлен? Ой, да, действительно, почему я не удивлен? Так. Подожди. Если ты тут быстро головоломку не решаешь, то ты только себя запутываешь. По идее, они должны тут как-то... О, ни хрена прикольно. Внутренности кита. Ну, точнее, это его нервная система, да, скорее, с этими внутренними органами. Мне в самый низ. А че если грохнуться просто? Босс? Значит, сохраняемся. Я как раз тут весь подзарядился. Вон тут Элеонора как раз стоит не зря. Ну, значит, попозже будет босс. Так, ну давай спускаемся, чё. А, нет, я оттуда пришел. Чё, будем падать, что ли? Не, как-то же можно сюда вниз спуститься. Нет. Вот, наверное, спуск. Да. Что там? Плющ устойчив к огнестрельным атакам. Используйте оружие ближнего боя. Сканируйте противников, чтобы узнать их устойчивость и неуязвимость. Я, наверное, поторопился и сделал много этих ледяных кассетников. Надо было огонь бахать. Ладно. Это еще что за дрянь в колбах? Осторожно, это изделие плющ. Оно крайне опасно. Я уже видел эту дрянь раньше. И оторванная рука, конечно же, находится именно у него. Почему она просто не может лежать Новый где-нибудь? тип врагов. Ну ты и урод. Че у нас бафы-то будут работать? Топинамбур, сука! Топинамбур, сука. На, не ори! Что-то как-то не шибко. Ну-ка, подожди. Ну такое.
Что-то походу придется, наверное, огонь делать. Кассетники на огонь. Ладно, сейчас посмотрим. Это еще что за дрянь в колбах? Осторожно, это изделие плющ. Оно крайне опасно. Он Я тут уже один видел будет? эту дрянь раньше. И оторванная рука, конечно же, находится именно у него. Почему она просто не может лежать где-нибудь в углу? Как у него дробаш очень мало сносит, вообще жесть. А руки-то загребущие. Дистанцию держи. Надеюсь, он тут будет один. Ну ты и урод. Нет. Я так и понял, да, что походу с дробашом с ним никак вообще. Уж больно он слабо реагирующий на дробовик. Шотает, падла, да? Отвалишь, нет? Мысли? А. Я вот думал, может какое-то посерьезнее оружие сделать себе. Коль такая пьянка. Я бы его еще до кучи зачарил. Топор топором. Мне Оружие интересно. или способности. А, ну и все, хана. Да, да как тоже знал-то. Но это можно, в принципе, разобрать. Коль так. Кто из них сильнее дамажит? Патронов-то наделаем, это не проблема. Что нам надо? Короче, у нас есть паштет, есть леса. Паштет хороший. Хорошо. Что для этого? А, его же надо прокачивать еще, не забывай. Короче, нужны вот эти штуки. Детали из металла. Ну, как раз. Патроны, наверное, только давай мы не будем разбирать. Давай это разберем. Это разберем. Это. Сгущенку разобрать. Так, хилы я все-таки пока оставлю. Это давай все переместим. Ну и хотя бы вот так. Это тоже. Чё? А, разобрать надо. По идее, я думаю, должно хватить.
Ладно, давай я пока ничего не буду делать. Да, давай попробуем сначала топором. Можно ли его прокачать? Ну да, увеличивает урон. Ладно, вот так сделаем. Просто на разок. По идее... Это еще что за дрянь в колбах? Осторожно, это изделие плющ. Оно крайне опасно. Я уже видел эту дрянь раньше. И оторванная рука, конечно же, находится именно у него. Почему она просто не может лежать где-нибудь в углу? Хер попал я, да? Не знаю, попадаю, нет? Нет, не попадаю. Снова нет. Подожди, давай попробуем короткими ударами. Давай, лечись, твою мать. Не, короткими мне, по-моему, чуть-чуть поудобнее. Я не уверен. Ебать ты страшный. Я полетел, блядь. Как он долго хилы, блядь, эти достает. Но лучше определенно, чем этот, как его, чем дробовик. Больше шансов пожить. Это еще что за дрянь в колбах? Осторожно, это изделие плющ. Оно крайне опасно. Я уже видел эту дрянь раньше. И оторванная рука, конечно же, находится именно у него. Почему она просто не может лежать где-нибудь в углу? На мужика, наверное, не получится, да, с этой падлой воевать вообще. Да. Сучка достает все равно. Застреваешь в этих колбах, сука. Подожди. Здесь текстура же, она меня бить не может? Или может? Попадает все равно. Нет, я ее так по хп не выведу. Но есть резон заныкаться.
топор не вкачанный. Отсюда гемор. Бля, ну этой падлы, конечно, жира полно. Я так ее буду до утра гасить. Ай-яй-яй, я запутался. Сука, где колба? Не попал. Попал. Нет, тут метод в принципе подходит такой. Ныкаться за колбой и мочить по этой гадине. Только, блядь, я иногда не успеваю за ней. До свидания. Мне, наверное, хилов не хватит. Таким макаром ее мочить. Слушай, ну половину снес. Почти. Дистанцию держи, тварь. Плохо попался. Нет, сдается мне, хилов не хватит. Ай, плохо дело, запутался. Так, что-то пошло не по плану. Мы кружить перестали, потому что... Не, хилов у меня не хватит. Тут, короче, или больше их надо, или топор вкачивать.
Когда усиленным, я что-то не успеваю по ней треснуть. Хотя... Чё удар не задержал, блин? Где он? Понятно, она сзади. Опа, надо же. Умеешь так раз? Да где она, блядь? Плохо. Плохо, плохо, плохо. Не попал. Ну, блядь. Это она как-то странно изменилось поведение, что ли? Да нет. Бля, последний хил. Бля, этой курви-то осталось чуть-чуть. У меня от коврика места не хватает. Мышка упирается. Давай, последний удар. Готово. Охренеть. Он чуть меня не прикончил, скотина полимерная. Надеюсь, из второй колбы другой такой же уродец не вылезет? Согласно моим данным, вторая колба надежно заперта. Согласно его данным. А если нет? А если не заперта? Все, тут брать нечего. Еще что-то есть. Понятно. Все наверх? Да. Ну, в принципе, даже и вроде как разбирать-то ничего не Доступ пришлось. разрешен. Да. Я даже особо ничего и не разбирал. Так, ну, возвращаем себе хилы, короче. Оп, оп. А и эти тоже. Что еще какая-то есть? Вот это забираем. Можно от Макара, правда, разобрать патроны. Это. В принципе, адреналина капсулом я тоже вряд ли буду пользоваться. Электро. Но на всякий оставлю, короче. Вот это можно разобрать. Ракеты оставляем тоже. Ну и вот это. Всё. Место-то еще есть, да? Давай, это берем. Давай патронов чуть-чуть хотя бы сделаем. Вот так. Чтобы не вашим, не нашим. Пойдет. Странно, я подумал то, что оно вжух и дала мне
Один патрон только. Так, мне вниз надо идти. А почему он мне туда показывает? Я же забыл, как я сюда пришел. Вот где-то тут проход был. Да, вот эти вот 3 иллюминатора. Вот, потом сюда мы заходим. Все. Нормально. Сейчас доберемся. Грустный робот. Сохраниться бы на... Подлетает тут. Сохраниться, да, пожалуй, надо. Кстати, а чё у меня? Патронов было 190 с чем-то, а сейчас 200 с чем-то. Так, давай на лестницу. Ну, с вованами уже не проблема бодаться, потому что есть дробовик. При хорошем дробовике вованы отлетают с одного раза. Левая рука. Давай восстанавливайся. Как ты там это делаешь? Соберись и разбирайся. Чик. Ну и чё, Вовчики где? Вот эти, наверное, гады, их чинят уже, да? Вот откуда они налетают? Я же вроде пощелкал тут все. Так. Нет, наверное, не сюда надо идти. Сюда, может быть, надо. Нет, слушай. Я оттуда как-то приходил, значит, мне не в эту сторону. Давай попробуем на... Да. 2-й, 3-й как-то этаж. Вот здесь вот можно пройти. Вижу. Что это за хрень? Ладно. Пока это не нападает на меня. Новый цикл сканирования. Модуль, конечность, рука, правая. Обнаружен. Местонахождение, этаж Вавилов. Передача затруднена. Данных нет. Что мешает локализации местоположения модуля на этот раз? К сожалению, здесь я не помогу. На этаже Вавилов сигнал заглушен. Помехой может служить либо экранированная зона, либо находящийся рядом большой... Не фанат. Да, блять, еще тут две. Не фанат особо Far Cry. Настораживает. Так, ну, вроде нормально. Нет, подожди. Вот это надо вот сюда. Не то. Почти. Надо их в зеркальное отражение, да? Вот так. Блять. Вперед, вот так. Все, нормально. Я последний до Far Cry проходил, это был третий Far Cry. Да уж. Потом 4-й мне особо не зашел. И много, сука, мани. Все, меня уже рубить начали. Заебись. Ну, схема та же. Залезаешь повыше. Они чем-то каких-то динозавров напоминают. Да? Да, сука, их чинят. Что тут делать? Так, ну тогда надо вертолетиков палить. А вот он, гаденыш. Все вроде.
Сколько FPS? 60. Слава богу, ниже не падает. Подожди, его тоже кто-то починил? Пизда тебе калькулятор. Ну, не очень-то он похож на калькулятора. Так, ну, в принципе, хорошо то, что я их тут всех в одну кучу собрал. То есть, если их кто-то будет чинить, то я сразу же это замечу. Ну, все вроде, раз музыка потухла. Значит, хорош. Вот, по Far Cry, чё, я вот проходил 3-й, он, в принципе, был неплох. Вот, потом попытался в 4-й поиграть, не зашел. 5-й, по-моему, 5-й у кого-то видел, так, чисто взглянуть. Ча, мочила? Да, ну так это ж хорошо. Ага, это змейка. что, детская игрушка? Это логический ключ. Интересная забава. Для чего она? Сколько Судя надо по штук всему, собрать? Для запуска некоего процесса. Оригинальное, блин, решение. Сколько надо штук собрать? Блять. А почему никто не нападает? Я слышал про эту штуку. То, что тут не дают тебе ничего сделать. Ну, как бы. Ты их мочишь? Бля. Странно, но на меня никто не нападает. Да ладно, она взяла и сама передвинулась. Может быть, я ее собрал, потому что... Твою мать, Храс, это вот Я, кстати, этот давненько... процесс я только Я, кстати, давненько в змейку не играл. А почему на меня сейчас никто не нападал? Твою душу! Вот и рука. Как-то говорили о том, что на тебя нападает народ. Сучёныш железный Просто напугал бесконечно. донёрных коликов. Это было близко. Так, ладно, рука у меня. Право и... Пошли искать остальных. Подожди, а может быть их не стоит убивать? Где-то тут же выход был. Или мне надо на змею на эту забраться? Что-то не похоже. Двери закрыты, пока я тут всех не перебью, да? Они тут сами все в текстурах позастревали. Вот только что тут был. Бля, иногда тут враги очень себя странно ведут. Ну, типа то, что они мгновенно телепортируются. Как будто у них не дорисовали эту анимацию. Теперь эта дверь откроется. А, нет еще. Подожди, так получается мы сейчас еще будем, да, змейку играть? Хоть рука у меня есть, но этот, я должен буду как бы страдать. Один, главное, сдох, второй нет.
Еще есть кто? Змейки больше не будет. А почему на меня никто не нападал? Я вот в обзорах у кого-то видел то, что там этот, как вот, тебе как бы не дают змейку нормально поиграть, потому что ты сбиваешься, потому что ты отвлекаешься на врагов. Сейчас вот вообще как бы никто особо мне не препятствовал. Вот как дверь открывается. А, вот они и приехали. Кстати, а что у нас по боссам? У нас еще какие-нибудь боссы будут на ближний бой прям заточены? Ну вот как плющ. Или этого достаточно? Я просто о том, что нужно ли качать. А почему Топор. шеф изъял из употребления настоящий бета-коннектор? Или как бы и так сойдет. С ошибкой? Не совсем. Дело в том, Делать что упор на изначально оружие. то есть академик Сеченов не был уверен в том, что особые полномочия внутри коллектива вообще нужны. Шеф хотел всеобщего равенства. О, Но его опчики. разочаровали Кузнемова. Возможно, вы правы. Откуда они В берутся? смысле? Академик Сеченов хотел равенства для всех. Это безусловно. Но необходимо учитывать, что альфа-коннектор существовал с самого начала. Ну, может, Дмитрий Сергеевич не планировал наделять свой альфа-коннектор особыми полномочиями. Угу, я понял. Просто должен же кто-то запустить коллектив в самом начале. Может. Ебать, он только жало свое достал, я ему сразу же. На, вот так вот. На, блин. На, блин. Вот как? Они даже встать, сука, не дают. Бля, это жесть. Причем это промежуточный этот, как его. Ну, промежуточная комната. В которой мне надо квест задавать, а не Вовчиков мочить. Ну, Володька, блядь. Сука, вот эти вот говно вот это вот, которое катается, оно мне, по-моему, больше раздражает, чем Вовчики эти. Как мне его выключить? Вот, точно. Надо на В нажать. Все. Не двигайтесь. Все. О! А ты... Вот тут я не понимаю, что происходит. Кто его? Его кто-то поднял или что? Блять, и это опять говно катается. Что происходит? А, он их тоже сбивает. Я понял. Сейчас, секунду. Блять. Вот только не говорите то, что мне придется заново вот это все говно проходить. Со змейкой и так далее. Какую игру поиграть? Поиграть Doom 16-го года, если шутер интересует. Че наш железный напугал до нервных коликов? Это было близко. Так, ладно, рука у меня. Право и есть. Пошли искать остальное. То есть меня замочили не в сюжетной комнате. В комнате, где ты сдаешь квест, блин. Что за бред? Это все? Doom Eternal не проходил на этом, на свече. Поиграл где-то пару часиков. Не знаю. Там тебя взяла? Искришь? Просто смотря что. Смотря какой жанр интересует. Шутер, не шутер, хоррор там. Блять, они их поднимают. Все дерьмо в вертолетиках. Давай, кто живой?
Все? Вроде все. Сбился. Нет, еще кто-то есть. Сейчас, подожди секунду. Может быть. Ну там постоянно приходится, потому что крутиться, вертеться. Там по классике ты должен, блин, я не знаю, боком бегать всегда. Ну, не знаю, мне вроде нормально было. Не укачивала, по крайней мере. Но она довольно-таки сложная, мне показалась, Doom. А так, шутеры, ну, блин, Биошок классика вообще. Биошок, вот, мне нравится Биошок. А почему шеф изъял из употребления настоящий бета-коннектор? Готовились с ошибкой? Не совсем. Дело в том, что Так, главное сейчас, пока я квест сдаю, не отъехать от этих уродов, которые просто прут бесконечно. Вообще, Шеф хотел всеобщего равенства, но его разочаровали козни молота. возможно, вы правы, товарищ майор. Блять, они просто со всех сторон ебашат. Они забили меня нахуй просто на этом. Это какая-то жопа. Они просто меня захерачили сейчас на этой с двух сторон, на этой, как его, блядь, на лестнице. Это уже начинает бесить реально. Точно, я всегда забываю про этот телекинез. Железный напугал до нервных коликов. Это было близко. Так, ладно, рука у меня. Правая есть. Пошли искать остальных. Так, главное, кучей их как-то держать. Пизда тебе, калькулятор. Блять, откуда они берутся все? Так, ну давай, кто их? Их лечить никто? Нет, приедет. Еще. 3 вертолета было. Вот он. Он до него просто не долетел. Все. Это был последний. Я просто реально не понимаю, нахрена они туда вот ставят толпу вовчиков, если тут у тебя, ну, как бы ты сдаешь квест. По идее, ты должен как бы такой типа выдохнуть после предыдущей комнаты, как бы после вот этой драки идиотской, которой ты, ну, змейку там какую-то играешь вообще. Раз. Я, конечно, А понимаю, почему это шеф изъял из стёб и все употребления такое, настоящий но... бета-коннектор? Их готовились с ошибкой? Не совсем. Дело в том, что изначально мы, то есть академик Сеченов, не был уверен в том, что особые полномочия... Они просто внутри стекаются коллектива вот со вообще всех нужны. сторон. Шеф хотел всеобщего равенства, но его разочаровали козни Хорошо, молота. давай их ждать просто в Возможно, коридоре. вы правы, товарищ майор. В смысле, возможно? Так или иначе, они все Академик прибегут. Сеченов хотел равенства для всех, это безусловно. Но необходимо учитывать, что альфа-коннектор существовал с самого начала. Ну, может, Дмитрий Сергеевич не планировал наделять свой альфа-коннектор особыми полномочиями. Просто должен же кто-то запустить коллектив в самом начале. Может и так. Их можно, в принципе, тут всех закрыть. Как вариант. А этот вообще заглючил просто. Не, багов в игре хватает, кстати. Не скажу прям то, что она недопиленная, но багов хватает. Окей. Сюда его! Ай, бля.
Сложностью это не назвать. Это скорее раздражает. Все, он еще не подох. То есть я должен был сначала, ну, когда сдавать квест, я должен был сначала с толпой вовчиков сразиться, а потом еще 2 черных выбегает. С учетом того, что здесь еще вот эти роботы катаются. Да, отлично. Так, правая рука есть. Угу. Голову надо потом, да, будет найти еще. Уже башка осталась. А чё он сейчас не катается? Он ездит только когда вовчики рядом на тебя нападают. Кстати, не мешало бы Элеонору найти. Патронов хоть потискать. Сканирую помещение выставки. Головной модуль обнаружен. Черт, темень какая. Не к добру. Подожди. Угу. Она подохла? Ну, вроде. А уже поздно. Они сейчас все тут подстают. Ладно. Пошаманим. Тогда едем. Наверное, сначала этих ребят, да, нужно захерачить все. Эти-то медленные. Угу. Прям душка врагами идет. Вообще вот просто вот уже который раз замечаю. И они тебя все меньше и меньше. Скоро в лифте закроют. И там будет 10 человек. Ну это не сложно, правда. Просто тут носишься, пока вот и мочишь. Можно вот так вот делать. Ну, почему-то в бок бежать удобно. Чел там вообще застрял на этом, на роботе. Вот эти стенды, кстати, хорошо помогают. Ну и дробаш заодно. Все. Ух ты. А чё, не так умеет, да? Ну ладно. Я что даже не помню. Да, чё, смотри, тут альтом. Они вон, видишь, красным все выделяются. Все равно тут больше некому влупляться. А, нет, вот еще. Все, музяка закончилась. Да ладно. Проверяем. И тишина.
пошли всякую хрень собирать. А ты по-тихому этот момент проходил? Или так же, как я, психопат, ворвался и начал все крушить? Тут же, наверное, по стелсу предполагалось все-таки по большей части. Снежок открыт. Вон, ручка шевелится. Паштетом по кругу бегал. Так ты, получается, короче, преимущественно, да, вообще эту игру, в принципе, прошел всегда, ну, все с ближним боем. Так, почти все. Почти все собрал. Проверяем. Вот еще там что-то одно валяется, какая-то штучка. Сейчас мы ее схватим. А вот, стою, кручусь. Так это ж шутер, по идее. Если это шутер, то надо того самого, как бы, шутерить, стрелять. Даже не битый мап. Ну, не знаю. Причем, кстати, местами это скорее даже какой-то лутер-шутер. Потому что, ну... Выберите желаемое действие. Так, давай. Оружие, да? Можно паштет уже как бы делать, но его надо закачать. А, вот снежок, кстати. Так, ладно. Давай мы. Ну, по классике, наверное, так. Давай 9. Фиг. Давай-ка посмотрим, что у нас на складе еще валяется. Или способности. Складоразбор. Вот. Автоматом уже. Эти ребята переместились все. Угу. Ну давай тогда. Чик-чик. Сейчас мы отсюда со склада все хилы повытащим. А потом уже пригодятся они или нет, будем смотреть. Если что, можно просто потом хилы делать. Разбор, да? Ну давай разберем. Что-то мне калаш не попадался ни разу. Где мой калашников? Улучшение. Ну-ка, можно будет? Да. Увеличивает урон. Это мы берем. Увеличение урона роботам. Слушай, почти полностью прокачал. Увеличивает урон, уменьшает отдачу. Подожди, в смысле? Установить, ну. Ладно, тут я не очень что-то понял. Магазин. Ну это надо, блин, этот проходить походу. Да, полигон 1 надо проходить. Ой, да и ладно. Главное, урон у меня максимальный, скорострельность пусть будет поменьше. Магазин, да вроде так. Так. В принципе, не думаю, что мне прям требуется. Ну, здесь вот еще можно будет подкачать. Кассетный модуль. Это и это можно. Как бы хер бы с ним. Потом можно будет за топор взяться или за что-нибудь еще. Да и за эту штуку можно взяться. Так, давай теперь посмотрим по полимерам. Майор Петринич.
188. Персонаж. Что у нас есть? Вот это. Группироваться при падении с высоты, избегая урона. Ну, не знаю. Последовательная модернизация костюма укрепляет ваше здоровье, повышает. Ну, давай, давай. Вот так. Телекинез. Закрытый. Я не скажу то, что я как-то этим пользуюсь. Может быть. Вот мне только недавно Майор, тут снежок оружие попался. или способности. Вот снежок я заметил, как я взял. Калаша не заметил. Да и ладно. Если есть дробовик, зачем калаш? Давайте теперь огненный, да, наверное, урон попробуем. Позырим, как оно что. Где? А я все патроны забрал, что-то 141. Выберите маловато. желаемое действие. Сейчас просто если в замес попаду, то я же могу все потратить. Придется побольше. Давай еще столько же. Так, сколько у меня патронов? Ну, нормально. Куда идем? Зал Белуги. Ну, слушай, мне поход сюда. Бля, как быстро. Пойдет. Да, я видел, да, то, что уязвимость врагов, на что они, какие бафы, дебафы за них нужны там. Ой. Твою мать, где этот долбанный вход к оторванной башке? Под землей, что ли? Какая шустрая херня. Каждая тварь я знаю. Наконец-то. Так, давай посмотрим, что мы тут можем взять. Чё-то не густо. Ну, в принципе, тут можно особо не лутаться, если, ну, по комнатам прям не ходить, не искать все, что не прибито, вытаскивать. В принципе, то, что врагов, которых ты зачищаешь комнаты, с них нормально падает лута. Ну и на патроны там, на всю херню эту. Я что прошел? Где-то... На улучшение оружия не хватит. Так тебе же, наверное, тоже с боссов падает что-то. О, я Охренеть, и выбрался. где тут голову искать? Вам нужно попасть в зал Экар. Он находится на 2-м уровне этого помещения. И где вход? Подожди, сначала замес не У устраиваем. меня нет такой информации. Вот эти вот точно Тут все запуталось. в меня Я стреляют. Может, подать Иди к питание папе. на белугу? И как это поможет? Не знаю. Просто предложение. Ладно, попробуем. Вариантов все равно немного. Терешкова, где тут электрощитовая? На самом верху. Отлично. Потеря связи — то, о чем я мечтал. Снова Вовчики. Вы в натуре ебанулись? Согласен. Ай-яй-яй. Бля, ну не сносят они, конечно. Там еще где-то Вовчик за мной носится. Я хоть попадаю в эту падлу. Сейчас долбанет, да? Да. Где Вовчик?
странно, его даже никто не это, да, море. Его даже никто не чинит. Это подозрительно. В ухо поет. В ухо поет этот, как его, Скляр, по-моему, да, у нас море пел. Или не Скляр, а в другое биты какие-то. Мика Гордона, блин. Странный такой диссонанс, плюс еще Вовчики на тебя нападают. Все вроде. Все обошел. Ну да. А вон камера. Очень видно ее. Море. Там волк еще, ну погоди, что-то орет. Не помню, лут с камер падал у нас или нет. Ладно. Валяй, жми. А, Юрий Антонов. Простите. Все, можно проходить. О, второй раз за игру этот замок взламываешь. А, я уже забыл, как это делается. О, почти. У меня просто это, видишь, в гугле забавнили. Ну где? Тут же было где-то. Почти. Наконец. Тут, наверное, все... То есть после того, как идея с бета-коннекторами умерла, О. были сделаны нейроконнекторы со... Тут, наверное, в игре сделаны, короче, все виды замков, которые мы видели в играх. Таких, кстати, немного, если что. Вот, то есть тут... И тут надо мышкой пошевелить и пощелкать пальцами, потом какие-то эти рисуночки нарисовать там точечками. Короче, тут, наверное, все виды замков, серьезно. Вот, и, кстати, давненько мне в уши лором не ссали, пока я тут занимаюсь чем-то. Да, товарищ мой. Борьба за власть в Кремле не утихает. Продолжили. Партийная верхушка потребовала для себя власти и в коллективе. Ну, слава богу, что я не решаю всё-таки пока это наше какую-то правительство. головоломку. Мы же СССР. Вы да. Но коллектив задумывался всеобщим для всех людей планеты. А на планете существует не только СССР. Капиталистов и империалистов нельзя пускать в коллектив. Почему? Ведь коллектив задумывался как Ой, всепланетное опять объединение равных. Два друг замка другу людей. подряд. В едином Ужасно коллективе за людей все будут делать роботы, доступные каждому. В конечном итоге возможности всех людей сравняются. Капиталистам такая перспектива не понравится. К сожалению, такая перспектива не понравится любой правящей верхушке. Поэтому, чтобы не попасть в кровавые кремлевские жернова, академику Сеченову пришлось ввести в коллективе алгоритмы особых полномочий. Понятно. Приятного аппетита. Можешь с макариками также их перемешать. Тоже будет ничего. Давай лифт пока вызовем. И пошаримся вот тут. Да ладно, целая комната. Они сделали целую комнату. Вот тебе калаш, кстати. Они сделали целую комнату, чтобы туда запихать чертеж для калаша. Так, вода без сиропа и вода лимонная. Что происходит? Гремлины? Что здесь? Все, перестал. Что там? Найдите способ попасть на второй этаж. Да. Найдите способ прогрузить себе игру. Я прям парился вообще в поисках этого второго способа. Ну, Запустите где нейросеть. здесь самый верх. Так, сундучки, а в них вот эти ребята, да?
Тут какая-то война просто началась. Я еще даже выйти не успел. Это все? Тихо. А вот кто их лечить будет. Сейчас они обратно вернутся. Да. Это все? Нет, где-то еще вертолетик крутится. Я прям слышу этих гадёдышей мелких. Там Арлекина, кстати, играет на заднем фоне. Угу. Давай так. Нет, я их не могу, наверное, увидеть. Они вот тут находятся. Ну давай попробуем. О, он сам вылез. По логике вещей, с дробаша должен вообще в него не попасть. Тут дробовик, наверное, как калашников стреляет. На очень большие расстояния. Тяжелая версия Арлекина, ну так это же замечательно. Куда теперь? А, вот туда как-то надо пробраться. А по воде я могу? А, ну да, точно. Слава богу, что... Они забыли прорисовать, что ли, эту лодку какую-то. Слава богу, что тут это, как его... Нарисовали то, как он плавает. То, когда я первый раз пробежался по воде, я тут охуел просто. Ну, типа как Иисус. Что, через бульбы, да, теперь плывем? Я не вижу. О. Наверх надо же. Вынырнуть из полимера. А где? Полимер дело такое, да. Заплывешь, не увидишь, куда идти дальше. Все? Да, все, слушай. Арлекина. До свидания, мужик. Патроны для калаша. А, ну да, они же мне его дали не зря. Так. Что произошло? Что-то же должно было подняться. Ладно. Паркурим. Каким бы не долетел. Зубами такой хрясь. Не наверх? Да. О, кстати, мы на улице. Питание подается здесь. Вы уверены? Абсолютно. Сейчас, наверное, будет самая херовая, да, часть игры. Ну, одна из. Не нравится мне тут на улице находиться. Не знаю почему. Чё, вряд ли напишут. Похоже, что похороны будут общими. Ну давай. Да вряд ли напишут. Похоже, что похороны будут общими. Что? Я Обхохочешься. тут с трупом разговариваю. Так. Все три должны быть красные. Ой, синие. Тогда получается эту в середину. Почти. О, нормально. Вернитесь в зал. Вот в этом.
Туда надо идти. Ну и вот и началось. Вернитесь в зал. Какой зал? Откуда я пришел? Так. Зачем меня тогда они на улицу потащили? Очень странно. То есть я правильно, да, сейчас иду? Я немножко не попал в воду. Ну ладно. А зачем они туда на улицу выход сделали? Что-то я не пойму. Я, видимо, что-то где-то не нажал, да? И мне сейчас нужно это нажать, а потом только туда идти. Все. Не, ну, кстати, уровень дискомфорта чуть-чуть понижается, потому что ты опускаешься куда-то под землю. Верните мои катакомбы. Ой. Тут у нас все пиздобратья. А вот такого урока от Вовчика я вообще не ожидал. Сделали бы сразу же откровенный респаун врагов. Ну серьезно, нахер они их просто поднимают. Достаточно тебе из комнаты выйти на небольшое количество времени. Ты приходишь обратно в эту комнату, и там полно врагов. Опять вдвое или втрое больше. Ну-ка вот так, давайте. Покажи, чему обучен. Ну долго за этим страусом буду бегать. Гнида. Да я забываю про эту перчатку, потому что, ну блин, я не знаю. Зачем мне дробовик? Так, вроде все, да? Да это что такое? Поднимитесь на второй этаж. Я же только оттуда. А вот если, ну, а если я просто хочу брать и вот всех херачить с дробаша? Посмотрим, чем это нам поможет. Поднимитесь на второй этаж. Так. Кстати, это подводная лодка у них такая, Белуга 5. А как же? О, сам поднялся на нее. Видите, как бы запрыгнуть-то? Странно, я только что на текстуры залез, а обратно никак. Как забраться туда? Может так? Здесь тоже какой-то проход есть. Спереди по носу. Вот так, ну. И все.
Тут мост-то какой, смотри. Как тут забраться на него? О, подожди, нормально. Так, что тут у нас? А мне кажется, Терешкова, вот ты меня через слышишь? эту дверь можно попасть было. Дорогой товарищ, связь восстановлена. Эй, Терешкова, ну и где там эта твоя башка? Моя на месте. Похоже на детскую головоломку лабиринт. Ну, это-то я запросто. Я понял. Такая хрень была у нас, кстати, в Зельде. Которая Breath of the Wild. Только с гироскопом. А куда шарик-то надо катить? Какой юркий сорванец, а? Куда надо шарик катить? Вот прям в центр, вот в этот, что ли? Так а где дырка-то? Я ничего, я вот ее не вижу. Какое Да дупло? как тебя вертеть? По-моему, градус абсурда с какими-то странными головоломочками у игры все растет. А, вот, все, я наконец-то увидел. Так. Как мы... Ага, все. Шарик что, застрял? А, нет. А, кажется, я понял. Тут понял, тут не понял. Сейчас все получится. Так. Жалко, что пределы перчения этой штуки есть. Да тихо, не туда, не туда. Поиграли, называется шутер, да? Зачем это в шутере надо, я не понимаю. Какие-то головоломочки. Ну просто для чего? Чтобы геймплей растянуть? Ладно, я понимаю, в Зельде там как бы на этом вся игра построена. То, что ты должен проходить какие-то подземелья там и так далее, как бы. Но это же жесть какая-то. Я думаю, что это неуместно тут. Майор, вы вообще понимаете, что делаете? Да завали ты ебальник свой. Подожди. Ну подожди. Неужели это так сложно? Да ебучие-то ты пироги! Ха-ха! Вот так это делается. Это детская комната, что ли? Ну, не очень-то похоже. Заберите голову там. Ну, давай сразу вниз, да? Не так хотел. Немного урона, ничего страшного. Это она сидела, лежала, пиздела, да? Трубы прям как в Марио. Башку я нашел. Надо идти дальше. Храс, как думаешь, сколько у нас времени? Не могу сказать точно, но уверен, что немного. Ну, наконец-то. Все запчасти собраны. Так их надо еще на место вернуть.
Сейчас пока Вовчики на меня 10 тысяч раз нападут еще. Что, на перекур, наверное, сходим. Вспомнить бы, как я пришел отсюда. А где я сниму запчасти? О, выпали. Ну, вроде как я верно иду. Только давай через сохранение. Сохранение данных. Майор, оружие или способности? А почему там надо еще обратно в детскую? Чё? Выберите желаемое действие. Я же вроде сделал. А, недостаточно. Чё не так, я не Выберите понимаю. желаемое действие. Все на складе было. Ладно. Я почти все забрал патрон. Сохранение данных. Не, принесите части Клары. Можно и так. По-любому можно так. Тут только надо дорогу найти. Как я в этот трэш вообще вляпался? Нет. Не то. Как я сюда приходил-то? Тоже не то. Подожди, или через ту комнату с растениями я шел? Мне надо вот в этот общий коридор, где тут эти, как вам... Были-то они. Нападали на меня. Вовчики где? Вот, по-моему, сюда. Все. Сейчас только, наверное, на меня нападать будет. Да? Смотрим. Да. Сейчас мы остальных подождем. Кстати, хорошо, что я на самом верхнем этаже оказался. Им так дольше до меня бежать. Очень непредсказуемые ребята. Яркость у меня 2, так иногда вообще не видно. Тут можешь ставить как бы яркость. Кстати, небольшой диапазон. Были такие моменты, то что тут вообще не видно было ни хрена. Игра, кстати, этим тоже страдает. Ну давай уберем яркость. На единичку. Здорово, Илюх. Вот на единичку. Просто же были такие моменты, я не знаю, по-моему, ты тот видел. То, что, ну, где-то в начале игры мне приходилось яркость выкручивать, ну, потому что вообще же ничего не видать. Сейчас вот видишь, ярко стало. Сейчас видишь, обратно вернул назад.
Видимо, с гаммой они тут что-то жестко напортачили. Так, это бабенция вон там лежит. Да не, вроде нормально. Да нормально. Так, устанавливаю голову. Двойка. В начале игры было слишком темно. Я выкручивал на двойку. Вот ты тогда еще, Гарик, говорил то, что этот... Ты не нашел, где Сейчас яркость робот выкручивается. установлю. Что дальше? Процедура саморемонта Вот тогда же я ее как раз нашел, эту яркость в главном меню. Потом она у меня в этом меню яркость появилась. Вот здесь ее не было. Была только четкость картинки. Потом у меня появилась эта яркость. Я ее поставил на двойку, считай, вот сколько. Ну, пол игры я проиграл на самой высокой выкрученной яркости. Сейчас вот видишь, пришлось обратно убирать. Ну вот в темных местах он, видишь, даже сканером пользовался. Тишина. Надо было яркость Я просто готова к выкручивать. работе. Дорогой товарищ, позвольте какой-то нам дисбаланс образовать просто. пусковую пару. Первая часть пускового кода сгенерирована. Запрашиваю подтверждение идентичности. Часть пускового кода сгенерирована. Идентичность кода подтверждаю. Произведена смена режима комплекса. Новый режим — боевые учения. Кажется, успели. Спасибо, Если девушка. они просто... Дорогой товарищ, Кстати, вот опять темно становится. Товарищ Молотов, я прошу, здесь небезопасно. То есть все-таки небезопасно, а говорили, что все в порядке. Имела место небольшая нештатная ситуация, но майор Нечаев, прошу прощения, агент Петри уже совсем справился. С чем именно он справился? Вот все коридоры залиты кровью. Сейчас вот будет это не темно, кровь. мне кажется. Это краска. Товарищ Сеченов, затеяли опасную игру. Здравствуйте, товарищ Молотов. Я вас не понимаю. Прекрасно понимаете, товарищ Сеченов. Ваш локальный технический сбой оказался глобальным. Роботы в боевом режиме. Массовые человеческие жертвы. Мне продолжать? Да, пожалуйста. И прежде всего я хочу знать, откуда у вас такая информация? От Виктора Васильевича Петрова, вашего инженера, выдающегося робототехника. Не, и по-моему, в заслуженного катсценах гражданина всегда одинаковая СССР. яркость. В прошлом. Но она как бы А идет теперь катсцена, заключенный скорее номер всего, яркость 230385. катсцены тоже будет от Это то, что в первая игре выставлено, принудительная так и работа в будет. комплекс По Вавилов. вашему приказу. Либо она по умолчанию. Вы нарушаете законы СССР. Мне кажется, то, что в игре выставлено, так и Должности будет и министра яркость. промышленности. Вы знаете, чем это Но грозит. местами игра реально темная. А иногда наоборот слишком Постановление засвеченная. генерального прокурора. Предстоящий запуск глобальной нейросети «Коллектив» отменяется, а вас ждет полномасштабное служебное расследование. Теперь вам все ясно, товарищ Сеченов? Товарищ Молотов, могу я просить вас о личном разговоре наедине? Какой Вован? Какой из них? Вы думаете, это что-нибудь изменит? Хорошо, я жду вас здесь через 15 минут. Встретьте меня на посадочной площадке. Сию секунду. Прошу прощения. Идите, идите. А вы, майор, что, не побежите встречать своего хозяина? Он как что Каузен торопится. Что-то не так, майор? Майор, я задал вам вопрос. Доплывет у него Смотрите башка. Что происходит? Заприте здесь, я сказал. Ну, как доцент, я чувствую, я всегда чувствую. Какие жестокие обои. А ну погоди, уже не показывают. иди ко мне. Это что за сюр вообще?
Я как будто в грибном королевстве Марио помесь с какой-то этой какого. Серьезно, я яблочки собираю. Ой, печка это и так сойдет, который, помнишь, Вовка нагружал? Только у нее она пошире была. Я серьезно, я яблочки собираю. А по-моему, это какая-то, я не знаю, ну вот ну вот реально купола это как в грибном королевстве, солдаты. Гипоталамус, гипофиз. Чё? Воролиев мозг, большое полушарие. Мозжечок, я типа в сознании П3, да, нахожусь. Ишь, пчелки летают какие-то. Это, короче, как будто грибное королевство трахнул коммунизм, короче. Примерно так, вкратце, если этот сюр описать. Мне на подлодку, да, надо? Блядь, да ты запрыгнешь сюда, нет? А может нет? На подлодку? Мне проволока, а вот все нормально, зашел. Тут, короче, фантазия у рабочиков просто поплыла. Да надо-то вообще. Просто идти вперед. Так надо идти по следу из яблок. Так тут еще, вон, видишь, какие проходы есть. Это они, короче, делали шутер. Потом у них, когда идеи закончились, давай хоть что-нибудь сделаем. А похер что, давай вот загадок херачим, головоломок каких-то нелепых, которые, ну, для шутера не должны быть вообще. Ну, типа, блять, не по жанру, короче, подходящего. Знаешь, что это такое вот сейчас происходит в игре? Это называется платформинг. То бишь Марио и все такое. Ты прыгаешь в определенные моменты, пробегаешь. Это платформинг. Нахрена это в шутере должно быть? Тем более платформер от третьего лица. То еще удовольствие. Да, я бы, может быть, и вникал в этот лор, если бы мне его этим лором в уши не ссали, когда головоломки решаю.
А если у меня, допустим, вообще наушники отключены? Блять. В смысле я... Пизду я курить пошел. Как их тут сбоку обойти? Понятно. Наконец-то эта херня закончилась. Патрик, сынок, ты жив? Кажется, да. Дмитрий Сергеевич, правительственная комиссия погибла. Тут тело товарища Молотова. Что с остальными? Сколько людей его сопровождало? Десятка-полтора? Может, кто-то спасся? Проверьте. А что здесь? Как это случилось? Я ничего не помню. Сюда прорвались роботы. Тебе повезло уцелеть. Дмитрий Сергеевич, все члены госкомиссии здесь, никто не выжил. Прискорбно, но это ничего не меняет. Коллектив должен быть запущен. Совершенно с вами согласен. Но что делать с мертвым членом политбюро? Выбора у нас немного. Правая, займись. А вы отправляйтесь в радиоцентр и убедитесь, что оборудование правительственной связи обесточено. Слушаюсь, но в Кремле будут ждать отчета от товарища Молотова. Я лично сообщу о случившейся трагедии в Политбюро.
Действуйте быстрее, Михаэль. У нас мало времени. Левая, помоги. Ну, снова, по-моему, темно становится. Или нет? Как ты, сынок? Я опять не справился. Это задание слишком тяжелое для меня. И не для тебя одного. Жуткий инцидент. Что не делаем? Пяточка носа. Она ее будет в пупок долбить башкой. То есть, понимаешь, да, градус абсурда? У тебя сейчас ну, до этого было грибное королевство через призму коммунизма. Сейчас какой-то сюр с пошлым акцентом. Ну, не сюр, точнее, это абстракция, типа. Пятый элемент. Ну, это скорее какая-то типа, ну, фантастика, да, про роботов, короче говоря. Что-то где-то выдвигается. Баба залезла своей штукой с лба другой в лоб, и они тут совокупляются какими-то ключами. А так ключи было не вставить? Надо было обязательно с выебоном, короче. Угу. Полимерный кровавый чел. Это же полимер, правильно? У него нос с картошкой. Мне чем-то напоминает это клипы группы Tool. Это артхаус. Близко к тому, по крайней мере. О боже, боже мой. Ну да, и чувака, короче, в ванне растворили, как этот, как во все тяжкие. Что? Что это было? Последняя дань усопшему. Дмитрий Сергеевич! У нас проблема. Центральный узел лезет в эфир. Кто-то пытается передать информацию на Запад. Кто смог подключиться к узлу? На такое способны только 2 человека. Вы и Петров? Петров погиб, я видел его тело. Только тело? А Петров — это прежде всего голова. Но тело было его. Как это возможно? Филатова. Когда твой пособник нейрохирург уровня доктора Филатовой, такое вполне возможно.
Вы отследили сигнал? Петров запутывает потоки, но я уверен, он находится в одном из научных центров. Сынок, ты слышал? Найди его. Действуй. Кто сомневался. Чем теперь Филатова, да, искаем. Мы уже едем? Крас, что это там было? Да, внизу? вот под глюки О идут, чем значит именно едем. вы спрашиваете? Кто перебил госкомиссию? Как я выжил? Не могу ответить на этот вопрос. Вы потеряли сознание внезапно, словно вас ударили сзади. Ваше сознание отключилось, и я вместе с ним. А что это был за монстр из красного полимера? Это нейрополимерный информационный накопитель. Накопитель? И что он накапливает? Мертвые тела? Шеф сказал, что это была последняя дань усопшему. При чем здесь информация? Этот вопрос нужно задать академику Сеченову. От себя могу лишь сказать, что именно так в свое время погиб профессор Захаров. Охренеть просто. Я был уверен, что полимер безвреден. Допустим. Найдите Виктора как можно скорее и вернитесь на Челомей. Так будет лучше для всех. Крас. А почему этот монстр, в смысле красный нейрополимерный, кто он там? Ну, то есть, короче, откуда я начал, там, где у них праздник-то, парад проходил, мне туда и надо, короче. Информационный в конце. накопитель выглядит как человек. Такова была идея академика Сеченова. Он пожелал, чтобы накопитель умел передвигаться самостоятельно. Зачем информационному накопителю ходить? Чтобы случайно удрал и потерялся где-нибудь вместе с важной информацией? Удирать накопитель не станет. Он предан академику Сеченову изначально, как близнецы-балерины. Да, Когда опять я на Дмитрий улице. Сергеевич выпускает накопитель во внешний мир, тот всегда находится рядом с ним в качестве дополнительной охраны. Чего? Охраны? Он Ну, я что, тоже пешком может быстрее нападать доберусь, на людей? наверное. А как вы думаете, товарищ майор? Зачем так нейрополимерной субстанции, способной в считанные секунды растворить в себе человека, потребовалось умение самостоятельно передвигаться? Твою ж мать. То есть эта хрень может подойти к Или кому-нибудь всё-таки сзади и убить проехать? мгновенно, не оставив следов? И возникает версия о том, как некто, погибший без свидетелей, при загадочных обстоятельствах, Ну чё, давай, трогай. поскользнулся и упал в ванну с неким никому неизвестным агрессивным полимером. Ебучий пиры. Есть над чем подумать. Если, короче, сейчас не будет Раз. сильно глючить, То есть, когда Э, академик Сеченов отправляет отметка. своих близняшек куда-нибудь по делам, ну, например, со Штокхаузеном, его охраняет этот красный монстр? Как вы понимаете, в отличие от вас, товарищ Штокхаузен Вот не смотри, способен самостоятельно 50 метров добраться в показывает, нужную точку потом раз, предприятия, кишащего оп, опять агрессивными 400. роботами. Ему требуется прикрытие. Бля. Но оставаться без охраны О. Сеченов не любит. понятно. Почему? Он же всенародный любимец, его весь Советский Союз уважает. Ему ничего не грозит. Вы так считаете, товарищ майор? Думаешь, ему угрожают кремлевские завистники? Скорее, кремлевские конкуренты в борьбе за власть над коллективом. Когда ты собираешься По лесу вроде подчинить идёшь себе весь нормально. мир, не стоит удивляться, что появляются Только желающие одинаковые отобрать у деревья. тебя трон. И это будут очень могущественные желающие. Уж лучше пусть Дмитрий Сергеевич будет генсеком коллектива, чем кто-либо другой. Точно генеральным секретарем. Вы уверены? Конечно. Жалко, в Каким же пожарку ещё? нельзя залезть. Надеюсь, вы правы. Я бы погудел немножко. Крас. Ну, давай, Как залезай. эта сволочь Петров О. может передать информацию на Запад? На предприятие же введен экстренный протокол. Напрямую передать что-либо Построила Петров не бы сможет. тут не мешало. Иначе давно бы уже передал. Поэтому он пытается ввести в заблуждение центральный узел управления коллективом. Это вон тот здоровенный шар, который висит в ней. Петров где-то в его районе? Полагаю, да. Предатель где-то там. Экстренный протокол заблокировал Двоих овчиков всякую я уже возможность зацепил. связи предприятия 3826 с внешним миром. Преодолеть эту блокаду невозможно. Тут потребуется целая академия. Например, Академия последствий. Тогда на что же он надеется? Как вы наверняка обратили внимание, из Что, я всех на месте? каналов связи Нет, с внешним еще миром 170 один метров. канал все же экстренному протоколу не подчинен. Засекреченная линия Вот это странно, правительственной кстати. связи. Совершенно Ты верно. идешь Этот вроде, канал тебе используется осталось, да, лично там сотни академиком метров, потом раз Сеченовым еще для тебе связи с 400 клиентом. накидывают, Доступа к потом нему раз более еще никого не 400, имеется. ну там или 200. Ни у кого. Почему так? Всем привет от Ставили бы Богатея. конкретную точку, И что ну задумал и сколько до предатель нее Петров? осталось. Полагаю, он надеется ввести центральный узел в заблуждение, выдав себя программными Да ты как-то средствами углами из академика бежишь. Сеченова. Вот сволочь.
Надеюсь, Так, это Крас. последняя отметка. У Петрова есть реальные шансы обмануть узел? Вот как Узел же идут, программирован кишит не этими идиот. уродами Наверняка просто. там предусмотрена защита. Петров — талантливый инженер-программист. Он не просто так попал на предприятие 3826. Именно, товарищ майор. Петров где-то неподалеку. Тише. Да, пусть он таким Крас. останется. Что изучает центр Сечи? Даже добивать не буду. Радиоволны, товарищ майор. Здесь есть оборудование, которое... новый поможет вид Петрову замков, вас кстати. засечь. Передвигайтесь с осторожностью. Понятно. Тогда Он мне не вообще даст это молчу. сделать. Всё, остальные не придут? Нормально. Я просто думал, то, что когда ты замок ломаешь, это как катсцена, короче, идет. Так. Вот остальные подтянулись, да? Ну и чё, один я вскрыл. Блять. Кто? Что происходит? Кто мне урон наносит? Ну не через стекло же меня мочат, правильно? Кто-то стреляет через верх? Очень странно. Откуда урон-то, блять? Что ты будешь делать? Понятно. Покажи, чему обучен. Ключ на крыше, да? Ну, тут придется все пылесосить. Но как урон я сейчас получал, я что-то вообще не понял. Просто стоишь и на ровном месте тебя кто-то дамажит. Этого врага даже не видишь. Так я бы сказал, то, что местами не совсем то, чтобы немного. Меня реально от нее бомбит, потому что она какая-то двинутая. Местами даже я считаю, что они тратят просто мое время зря. Слава богу, то, что я купил ее за 3 сотки, и не так обидно. Когда идет конкретно шутерная составляющая, ну как бы норм, она играется, все. Это шутер, это вроде как рабочий шутер. Но когда вот ты подобной херней начинаешь заниматься, не очень... Ну да. Нужно же еще вот эту штучку внизу поставить. Но когда ты начинаешь какие-то там в горошек по самолетам прыгать каким-то, когда у тебя враги начинают респауниться просто так, это очень странно, правда. Ну типа вот ты на улицу выходишь, а там вот реально кишит. Там вот этих сволочей бегает штук 8. И если ты не будешь мочить вертолетики, которые их поднимают, они тут не закончатся никогда. То есть вся беда тут в вертолетиках. Прям есть очень странные реально местами решения, а патронов у тебя как бы больше не дают. Вот то, что ты насобираешь вот этим, когда ты лутаешь эти, как его, шкафчики, с того и ты как бы и сделаешь патроны. То есть получается это у нас лутер-шутер. Но если, допустим, у нас это есть лутер-шутер, тогда давайте, ну, исключим эту фишку как платформинг. Так, пускай то, что они говорили. Дело-то в том, то, что как бы нахрена. Ну, типа, цель не оправдывает средства, скажем так. То есть ты лупишь врагов,
Вышел на 10 секунд из комнаты, и у тебя они обратно все заново повставали, а патронов-то у тебя от этого не добавилось. Если уж такое дело... Вот сейчас кто... Ну-ка. Кто через потолок дамажил? Вот опять. Я почему-то на ровном месте здесь получаю урон. Пойдем искать, как забраться. Понятно, как забраться. Ну-ка, получится? На морозе просто. Да? Нормально. То есть, если вы делаете открытый мир, как бы, да, ну, блин, делайте его как-то адекватно. Я вижу каждый твой шаг, псина. Вот эти овчики бесконечные, это такое. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Тебя заставляют этим платформингом заниматься тоже постольку-поскольку, но так как он криво еще сделан, то... Не дай боже. Вот это что? Это какие-то взломы, да, опять? Камер. Я вот не помню, где мы так взламывали камеру удаленно. А, этот же, как его? Watch Dogs, тот же самый Киберпанк. Полигоны? Нет, не нужны. Я еще не хочу тратить время, когда эти полигоны бегать, скрывать еще. Без этого можно игру пройти, и слава богу. А вот это вот дрочево с бесконечными мобами, ну такое себе. Че ты вылупился? О, просто война какая-то там. Я даже лутать их, наверное, не буду. Они сейчас все... А как они, кстати, сюда попали? Они же вроде только наземные, они прыгать не умели раньше. А теперь это падла на ножках еще и прыгать умеет. Очень странно. А, точно, печенюшки, точно. Тут же я говорю, тут все виды замков, по-моему, которые известны в играх. Они тут везде все есть, по-моему. Они типа такие, наверное, разрабы думали, короче говоря. Что все-таки добавить? Какие замки? Какие виды замков? О, чувак пропал, кстати. У него еще только одна голова осталась висеть. Какие виды замков мы сделаем? Да давай все сделаем, которые знаем в играх. Давай. Ну, чел появился. Ну что, попались, голубки? Я думаю, если игра была бы покороче немножко, она бы не потеряла из этого ничего. Да просто вырубил. Ну, типа, Просто вырубил. оставили бы меня как персонажа, ну, там, вот этого П3, оставили бы бегать по коридорам, ну, вот, не знаю, роботов собирать. Да хрен с ним, я уже согласен просто рычаги дергать. Но зачем этот открытый мир нужен, я не понимаю. Чтобы что? Чтобы прокачать свое оружие? Так дайте мне лута просто побольше, да и все. Билл. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли души смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? Нет, это все неправильно, это неправильно. Я не согласен. Очень спорный. Ну, лично по мне, это очень Нет, спорный Лариса, проект. извини, но я тебя не понимаю. Он здесь все разнес, а ты... А я врач. И сегодня погибло уже достаточно людей. Людей, Лариса! А это зверь! Цепной пес! И кожу прорисовали, а брови Виктор, такое, прикол. как Я солома. запрограммирую лечение, и мы пойдем. Куда? За нами никто не придет. А все планы на побег уничтожил этот маньяк. Я знаю, но мы что-нибудь придумаем. Сомневаюсь. Освободите меня, я обещаю, что все закончится быстро и безболезненно. Подал голос, залаял. Видишь, он только очнулся и уже угрожает. Я хотя бы угрожаю. А скольких людей без предупреждения порубили в капусту Я твои? постараюсь. 2-3 тысячи. Ну, пол игры я прошел. Виктор тут ни при чем.
Он лишь вызвал локальный сбой. Локальный сбой. Какого хрена тогда на твоем Викторе не царапинки? Что за бред ты несешь? Бред? В Вавилове. На ВДНХ. Здесь роботы атакуют всех без разбора. Всех, кроме вас. Почему, если вы их не контролируете? А? Виктор, ты же говорил, что не имеешь никакого отношения. Конечно, не имеет. Чего он там еще успел тебе наплести, а? Виктор! Это было необходимо! Простой сбой ничего бы не изменил! Как ты мог? А? Как я мог? Ты же сама сказала, весь мир может погибнуть! И поэтому он всех роботов активировал. Ну, в смысле, перевел в режим Нет, не трогай нападения. меня! А ты действительно ей ничего не сказал? Опрометчиво. Полегче. Тихо, тихо. Лариса, стой! Лариса! Да ничего тебя уже не спасет, козел. И все на него резко забили хер. Подумаешь, он привязан, главный герой. Ну, ничего страшного. Мы пойдем свои проблемы решать. Опять Арлекино. Ой, как удобненько. П3 вызывает Челомей. Петров бежал. Снова. Нечаев, я вижу, тебе нравится за ним гоняться. Петров не должен помешать запуску нового коллектива. Замочите Найди Петрова, преступника. Немедленно. Вам удалось разозлить волшебника, товарищ майор. Я уже понял, не лезь под руку, а? Бля, серьезно, 1300 метров. Еще 300 метров по этому аду. Вот теперь почему-то он показывает точное расстояние, ну, наверное, надеюсь. Плюс-минус до нужного мне объекта. Ты уже освободился, майор? Что, не А ожидал до этого меня он как-то услышать? по 100 метров Я тебя показывал. не только услышу, но очень скоро увижу. Готовься, больной сученыш. Готовлюсь, уж поверь. Сюрпризы тебя уже ждут, пес. Ты Ему машину одну настроил кинули. против меня Ларису, гад. Теперь она не отвечает на мои вызовы. Прости, если сможешь, а если не сможешь, то не прощай, мне похер. Крас, ты можешь отследить звонок? Где находится эта сволочь? Сигнал идет из театра имени Майи Плесецкой. Театра? Да, сейчас На будет территории этот. предприятия? Если театр, это значит Вот будет клоун. Натаха босс. Театра, а не цирка, товарищ майор. Я отмечу вам направление. Теперь предатель от меня не уйдет. Видишь, доберитесь до Второй театра. раз я его не упущу. Вот как бы, ну, зачем такую даль переться, да? Дайте его машину или fast travel какой. Но я все равно пешком, наверное, потыкаю. Глючные коровы. Давай. Сюда залезем. Очередная мертвая деревня. Яблочково. Отсюда комплексы предприятия, преимущественно Павлов, снабжается ресурсами. Через автоматический сортировочный узел на ближайшие фабрики. Механика туда вождения, отправляют ну да, тут животных такое. для создания И новых видов. разрушаемость Иногда машины наука отсосная. Та еще дичь. Ну типа Хороший прикинь план, GTA, Майя. короче, в которой Я бы удивлен. у тебя машина разбивалась бы с 3 ударов. Точнее нет. Я сейчас один раз только в этот в отбойник врезался, и все, она сразу же задымилась. То есть, ну, еще бы раз, и я бы это того. Ой, простите. Все, и текаем, и текаем. И тут же на тебя куча народу набегает.
Не, это трэш какой-то вообще. Я Она регистрирую взорвалась, еще машина. больше вражеских сигнатур, майор. Вы ввязываетесь в серьезный бой. Да нет, не ввязывайся. Так, давай, наверное, сначала качнемся. Авторизация. Майор П. Или способности. Ладно, давай боеприпасы. Пунь, 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 пунь. Давай 10. Вот так. Так. Вот это мы убираем. Вот это. Бля, тут один патрон. Все, еще место есть. Как-то так. Ту-ту-ту-ту-ту. Где перса качать? А, вот навыки. Давненько так не делал. А почему, интересно... А, вот, появился наконец-то. Массового телекинеза получает модификацию, значительно увеличивая общую мощность воздействия, что позволяет поднимать воздухом противников тяжеловесов. Ну, не знаю, особо я тут не встречался пока с ними. Отсутствие ресурса, нейроперчатки, телекинетический модуль начинает функционировать за счет АТФ, получаемый из вашей кровяной массы, в результате чего вы можете продолжить использовать способность за счет своего здоровья. Ну нет, это уж точно. Обратный вампиризм мне не нужен. Что это такое? Одной рукой. А как понять одной рукой? Дороговато, кстати. Ну давай. Немножко регенерации. Сохранение данных. Ну то есть ты вылечился, и у тебя еще немного здоровья поднимается какое-то время. Ну, в принципе, неплохо. Турели, Вовчики, короче, все, кому не лень. Даже не буду на них внимания обращать. Не вижу смысла. Петров, трусливая сволочь. Обложился роботами в 10 слоев. Он пытается вот выжить. именно. Но вы правы, товарищ майор. Из театра ему бежать больше некуда. Это его последний шанс. Нет у него шансов. Так. Ну вот, дотягивает до полной. А, это Такой же беляш. пельмень-переросток едва не отправил меня на тот свет в деревне лесника. Мне даже убить его было толком нечем. Зато теперь вы во всеоружии, товарищ майор. Вот так Вроде Беляш Беляша охраняет уже. вход. В театр нам не войти. Мы будем внутри через 5 минут. С удовольствием поквитаюсь с ним за все хорошее по доброй памяти. Ух ты. Прилетело так как. Да где у тебя кнопка, падла? Какая кнопка? Давай, подходи, уйду. Патроны кончатся, придется его милишкой мочить. А так вроде, ну не знаю. Посмотрим. Жалко, конечно, столько патронов ходит. Но как-то подходить к нему не очень хочется. Иди сюда. О, нормально прилетело. Да как-то не очень что-то, по-моему, топором-то.
Он же у меня не вкачан. Давай усиленными попробуем, но... Примерно так же, как и дробовик. Тихо, я чуть не отъехал. Я не знаю, что лучше. Невкачанным топором его мочить или с дробаша шмалять. Подходи, уёбок. Единственное, что ресурсы потратишь. А так-то, в принципе, один хер. Блин. О, у него что-то там начинается. Киса, держите пинсне, сейчас начнется. Хрустнул. Да, сам напросился. Ой. А я сгорел от травы, что ли, подпаленной, не пойму. Не знаю, что лучше, непонятно. Мочить его так или так. Одинаково, в принципе. Такой же пельмень-переросток едва не отправил меня на тот свет в деревне лесника. Мне даже убить его было толком нечем. Зато теперь вы во всеоружии, товарищ майор. Пока Беляш охраняет вход. Его типа и так можно мочить Мы будем одинаково. внутри через 5 минут. С удовольствием поквитаюсь с ним за все хорошее по доброй памяти. Кстати, так чуть-чуть экономнее будет. Чуть-чуть совсем. Как тебе такое? Сейчас, Ольга, я тебя увижу. Кстати, а почему, интересно, у меня он заряжает по 3 патрона, хотя в обойму влезает 4. Хрустнул? Это странно. Ой, бля, не то использовал. Блять, ну... Я юзаю много лишних хилов. Я потому что кнопочки тупые. Че ты вылупился? Ну, теперь на пекаль можно. Ай-яй. Я застрял там где-то, да? Падла. Давай так.
ему обуть. Как 3-то патрона, я не понимаю. Я, может быть, что-то не то поставил? И теперь у меня 3 патрона влезает. Так, давай электричество полупим. Посмотрим. Говно ты, а не боец. Говно, говорит, ты не боец, а сам как будто не говно. Я пробовал нажимать, максимально 3 запихивается почему-то. Вот теперь 4. Как это работает, я не понял. Когда-то он 3 запихивает патронов. Тихо. Сейчас не очень честная была штука. Прям на меня приземлился. Да, чуть-чуть. Подожди. Хоть арена большая. На том спасибо. Если не могу привыкнуть, то что во второй фазе он это. Вот в башки кидает эту хрень, и она еще и взрывается до кучи. Я не думаю, что это реализм, это скорее глюк какой-то. Вот сейчас он 3 заряжает, 4 докладывает, но не всегда почему. Так, похиляем. Чем-то у меня обезьяна напоминает. Что, шпунь, не любишь, а? Сейчас добьем. Понятно. Давай что-нибудь из него выкачаем. Все. И чё? А я думал, Наташка будет боссом. Но нет. Калаша может быть быстрее. Я аж тут начал дробовик качать. Ежиха может... Ну, ежиха, да, наверное, потяжелее будет, потому что, ну, блин, она просто быстрая. Персонаж медленный. Ежиха быстрая. А вот отсюда сложность. А куда мне надо идти? Доберитесь до театра, а толку-то? Ну, в смысле, как бы это... Как это сделать? И у боссов еще, кстати, тактики нету.
Ты просто бегаешь вокруг них и стреляешь. Вот и все. Ну, у ежики хоть какая-то тактика была, но потом как бы ну, не шибко. Так. Не буду я сейчас ничего делать. Какой подвальчик? Как сюда спуститься-то, я не пойму. Как говорится, как хоть пук недорогая, чтобы не дырочку найти. Как пробраться-то туда? Не в воду же падать. Или в воду? Нет, это уже все, это за текстуре. По стенке. А по какой именно? Вот по это? А, вот он. Твою мать, заныкали. Не знаю, мне кажется, или темно. Нет, темно. Дан-дан-дан-дан-дан. Вроде лучше. Нет, темнее стало. Давай на максималку. Заткнись. Сейчас, наверное, по логике вещей мне сейчас должны будут один за другим боссов напихивать. Местонахождение Петрова? К сожалению, нет. Петров больше не выходит в эфир. Я отслежу его при следующем сеансе связи. Понятно, значит следующего сеанса не будет. Подлый ублюдок забился в какой-нибудь А босс щель Наташка, поглубже получается, и будет у нас сидеть там, будет, надеясь, что роботы убьют меня, пока я буду его искать. Через Должен босса. предупредить, что Петров очень То есть хорошо будет знает Беляш, этот потом театр. ну, сейчас У был него Беляш, имеются основания надеяться потом на еще такой кто-то, а потом Надежда Наташка будет. умирает последней. Вроде Но так. на этот раз она умрет раньше Петрова. Бла-бла-бла-бла-бла. Что там по заданию? Слушайте, вот ничего. Задержите Петрова в театре. Ну давай для начала. Натаха будет в конце театра. Майор Петри Нечаев. Доступ разрешен. Давай для начала способности глянем, что там можно вкачать. 83. Не густо. А у меня, кстати, почти все прокачано. Способность к сопротивлению элементальному урону. У нас кто-то элементальным уроном пользуется? Избегая урона с высоты. Понятно, давай элементальный урон хотя бы. Выберите Так, желаемое и теперь- действие. А Наташку ты там тоже, да, этот как его ближним боем мочил? Правильно? Пунь. Вот так. Я бы не сказал, что прям, ну, вот, кстати, эти расходники, типа холод и так далее, они вроде как неплохо, когда с роботами, но они же не замораживают тебе боссов и так далее. Ласточкин? Они Не на Петров? боссов вообще даже ничего не делают. прошу на сцену. Пришел добить меня, пес. Иди, я весь твой. Да, мне кажется, все-таки ближе к финалу сейчас боссов будет побольше. Ты ведь как собака. Грызешь тех, кого приказали. Только
Сделай одолжение. Грызи меня без удовольствия. Пол под напряжением! Это ловушка! Сволочь! Я все равно до тебя доберусь! Держитесь, товарищ майор! Пытаюсь подавить разряд! Тварь! Пусти буду, но достану, гада! Разряд подавлен. Говорит о том, что типа зомби-растения против роботов. Но по сути они всегда же все в разных комнатах. Кто кого? По-моему, он меня. Факт тоже. Вот, теперь он по 4 заряжает. Зомби-растения, кстати, они всегда же в отдельных комнатах с роботами. И никто ни с кем не дерется, кстати. Зачем это показать? Снежок, рукоять. Столь холодны ко мне. Это прям эпизод будет про растения. Гадалки не ходи. Добро пожаловать в театр имени Майи Плесецкой. Первый в мире. Так, я ушел, если что. Да, вот действительно, я пойду, пожалуй. Так, и что тут за волшебный сундук? Тут нету сундука. Я просто так 6 урона получил. Ты, наверное, ошибся. Хотя ты знаешь, я очень зол. Боя. У меня картриджи закончились. Себя в качестве собеседника. Порнушница это орет уже там. Откуда он? Откуда он? А есть, интересная разница? Есть, интересна ли разница, кого он, ну, типа, какие цветки вылетают с него? Или как бы похер, зеленый или желтый? Один хрен, одни и те же, да, зомби появляются? Да не сегодня, клоун. Так, проверяем. Так что сегодня ты умрешь, майор. Я не могу с него ресурсов потащить. Ебать, ты страшный! Ау. Так, проверяем. Ну, вроде все. Ну, хотя бы, видишь, разнообразие есть. Ладно, давай уж откроем. Что там, найди способ подняться на 3-й этаж. Это у нас 2-й? Подожди, я тогда еще тут не все проверил. Ну, тут, наверное, нельзя просто это сделать. Да, тут сундуки, вниз никак. Всякой хрени летит вообще. Все вроде. Угу. Давай, наверное, сейчас. А в начале, кстати, в каждой комнате по сундуку стоял. Я бы им почаще сохраняться, потому что скоро закругляться будем. Дun-дун. О, Вовчик, ты же лежал. Кто его поднял? От второго я вообще не видел. Как-то он не очень эффективно, знаешь, ему по роже стучит. Откуда они тут взялись? Я же вроде смотрел. Эти
типа заходишь вот одного, а второго ты, наверное, вот здесь не видишь. Вот уроды. Замочек. Да, блядь. Что еще надо сделать? Так. Красная должна быть внизу. Нет. А, причем они должны быть все вместе, да? Так, подожди, я запутываю больше. Почти. Да, чем больше в этой херне начинаешь ковыряться, тем сильнее запутываешь ее. Ну и себя заодно. Процветающее ведь общество. Откуда только берутся такие Петров? Добро пожаловать на Да ладно, еще один плющ. Вы издеваетесь. Ну вот это дичь, конечно. Нахрена плюща-то сюда поставили? Умри, майор, умри. Причем жира-то у него столько же, сколько было и этот, как его, когда он был боссом. Сражайся! Вот отстой, а. Ну, короче, вот тебе босс, только теперь у него у этого босса будет еще побольше народу с ним бегать. Никак ты, блядь, не сдашься! Где он? Я даже не знаю, где они. Бейся, пёс! Ты же здесь за этим!
если я поубиваю ростки, что-то изменится? Он же от этого быстрее-то не подохнет. У него жира-то все равно до хрена. Блять, он не дает смотреть даже. Пиздец. Нахера так делать-то, я не понимаю. Ебать ты страшный. Не вижу. Не вижу. Есть, мне не дают посмотреть, есть ли где-то еще ростки. Блять, где-то есть. Хуй, завалил, нет? Ну, вроде. Остальные я не знаю где. Куда он исчез? Вон еще. Бля, ну на эту падлу сейчас очень много хилов уйдет. Так и что получается, тебе надо с двумя боссами подряд сражаться, да? Ах, он не террифайте, а честное слово. Это, короче, на том случае, если ты у тебя этот первый раз у тебя тактика сработала, то, короче, второй раз у тебя вокруг колбы будет не побегать. Я понял. Бля, ну нахуя у него так жира там много, я не понимаю. Ну как бы зачем? Рядовой же вроде моб, ну как бы должен быть, разве нет? А тут они вот столько жира напихивают. С учетом того, что у тебя еще патроны где-то должны остаться. Ну или то же самое, то что-то там, вот, как он, ближний бой. Просто понимаю, если бы он, ну как бы, если ты бы его сносил там, я не знаю, ну, с 20 подач хорошо. Ну тут же с него, блядь, дури просто жесть. И он шотает еще к тому же. Ну как бы может же убить тебя. А нет, с одного раза он тебя не убьет. Он убивает там что-то с 2 или с 3. Ну да, 4 раза, короче, и все, минус все твое здоровье.
Хидэдака себе такого только в Elden Ring позволял. Ну, типа рефайты, знаешь. Когда мочишь одного и того же босса там по 8 раз. Ну и что, это разве должно быть интересно? Не знаю, может быть так чисто перекачиваться. Перекачиваться в миришника, тогда, блять, палец соскочил. Бейся, пес! Ты же здесь за этим! Ой, атаки он тоже сбивает. Где-то он там в текстурах меня замесил. Умри, майор! Я не попал, наверное, да? Вынуждает в натуре, походу, перекачиваться. Ну, посмотрим. А, не попал. Ёбаный бобаный, а? Все закончится здесь. Где? Ну, надо же, попал. Бля. Лишний хил использовал. Да где это падла? Блять, он сливается с цветами этим. Я еще куда-то в стенку улетаю. Нет, что-то мне сдается, мне хилов не хватит замочить его. Ну, лечись. Ты, блядь, не сдашься! Еще. Бейся, пес! Ты же здесь за этим! Ну где он? Умри, майор! Ведь так в кущах там что-то с ним боремся, я вообще ничего не вижу. Давай, прыгай ко мне. Все закончится здесь! Куда? Чуть-чуть хилов не хватает. Никак ты, блядь, не сдашься! Все, их хрена, лечить-то нечего.
Буквально бы еще пару лечилок. Я бы его смог затащить. Хотя, может быть, мне и повезет. На последнем ударе его. Да, мне повезло. Ладно. Тут надо все пособирать, короче, и наделать себе лечилок. На этом мы будем заканчивать. Я сейчас все это дело сделаю и потом сохранюсь. Вот, потом уже на следующем стриме продолжу. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока.